Тук-тук. Как слышно меня, прием. Hello, my darling. Как у нас тут соединение? Короче, я сейчас сразу, знаете ли, залечу, как говорится, с бомбежа, с моего любимого, как я люблю. Вот что это такое? Я сейчас просто, я уже была готова. Привет, 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 привет. Я вышла, я здесь, все нормально. Я сейчас, извините, я вот на пару минуток опоздала, потому что я искала шорты. Я в какой-то момент поняла, что я без штанов. Ну как-то неприлично мне, да, столько вот людей встречать у себя дома, вот так вот, знаете ли, в трусах. Неприлично. Короче, я сейчас уже была готова, в принципе, душу продавать там дьяволу, там, кому можно, в принципе. Вы, кстати, пишите, кому можно, если вот когда-нибудь я все-таки решусь, я вот продам, потому что интернет, вот они тут проводят, а он нам нафиг не нужен, видимо. Просто я сейчас боролась, как львица, с этими кабелями. Всякой этой вот, Алике можно душу продать. Хорошо, хорошо. Ты эти расценки ты мне пиши в телеге, там где-нибудь, в Инстаграме. Подписывайтесь, кстати, на другие соцсети. Лайки вы ставите хорошо. Я вижу, все контролирую, всех вижу, все прекрасно. Лайки наколдовали своими палочками. Кстати, про палочки и всякое такое вот это. Что-то мало как-то, знаете, таких было
видела комментариев, типа, а я там на таком-то факультете, а я на таком-то, я видела подобные, но что-то их было как-то мало. Давайте отчет, на каком вы факультете, если вы проходили какие-нибудь такие тестики, или на каком бы вы хотели быть, вы чувствуете себя, на каком факультете вы себя ощущаете вообще в целом, пишите, мне вот очень интересно. Пуффиндуй, да, вот тетю Риту я помню, тетя Рита отчитывалась, это я помню, это я помню. Подручный вот у меня. Кстати, поздоровайся с людьми, там будешь сидеть, молчать весь стрим. Ты же все равно. Привет! Вот. Поприветствуем подручного. Подручный. О, гриффиндорцы здесь! Все, супер. Наконец-то я нашла единоличников, а то я думала, что я одна буду слабоумие и отвага. Вон, там с тобой здороваются, а ты там вечно сидишь, как это называется, отсиживаешься. Так, ну что, готовы? Давайте уже, наверное, начинать играть. Что бубнить-то? Вот, подручный у нас тоже Слизерин. Да, и, кстати, да, и вот Нина... Ой, господи, как же плохо, когда ты не умеешь читать. Нита Фелицис, вот, и Фелицис, блин, зачем я вообще читаю, все равно облажаюсь, зачем я это делаю? Короче, вот, как и наш подручный тоже на Слизерине. О, палочка, яблоня, сердцевина, волос единорога, как у меня, 12 дюймов упруга, 12 дюймов. Это у нас тут высокие люди зашли в чат, потому что у меня 11 дюймов, потому что я мелочь пузатая. Во, бро, ты бро, понял? Так, ну чё, давайте потихонечку уже, все, музыка, давай, музыка, прекрати музыка. Мы сейчас, вот все, у нас теперь музыка будет из игры. Сейчас мы с вами, так, знаете, по мановению волшебной палочки окажемся в игре. Вот. Чудесно? А, нет, нифига не чудесно. А что это мы здесь чат? Нет, это не того. Сейчас, погодите-ка. Это у нас нехорошо. Я все настрою, чтобы чатик здесь тоже было видно. Я что-то решила поэкспериментировать, чтобы вы могли видеть, что вы там пишете во время игры, всякое такое. Так, видно, не видно? Видно или не видно? Скажи, подручный, видно или не видно? А почему же его не видно-то? Здрасте, приехали. Что это у нас тут не работает-то, ку-ку? Так, а давайте попробуем не так. Давайте попробуем не так копировать. А вот так, если я сделаю. Ну, если не получится, придется без чатика. Что поделать? Что ж поделать-то? Эксперименты. А здесь он почему-то мне все показывает. Здесь он показывает, что все должно быть вообще чики-пики. О, сработало. Все. Только почему-то... Что происходит? А что, собственно, с ним вообще произошло? Сейчас. Вот так вот настроишь все заранее, да? Вот все сделаешь, думаешь, красиво, все прекрасно, люди придут, как говорится, все готово. А нифига. Вот почему-то он мне его не делает прозрачным. Ну ты что, блин? А, вот сделал, все. Фух, слава тебе, Господи, наконец-то уже можно и начинать теперь играть. Так, мы с вами остановились в прошлый раз где? Мы были в гостиной. Что ты, Господи, что ты там пугаешь меня сзади, копошишься? Ой, в какой-то гостиной... А, мы выполнили там побочное задание с вами. И сейчас, наверное, пойдем по основному. Нам там надо выучить какое-то новое заклинание, чтобы пойти в запретную секцию. И все такое. Кстати, пишите ваши предположения по поводу... А почему ночь? Почему ночь? Интересно знать мне.
Так, короче, это не важно. Это не важно. Так, куда мы сейчас идем? Мне нужно выполнить задачу профессора Гегат, прежде чем я смогу продолжить новое задание. Так, ну так это прекрасно. Ведите. Ведите к профессору Гегат. Пишите, говорю, свои предположения по поводу того, почему же все-таки наша героиня так поздно поступила в Хогвартс. Вроде ничего там, как у Нати, про переезд никакой не говорится. Блин, тут где-то везде какие-то сундуки обозначены, а я ничего не вижу, никаких сундуков. А, или это ты обозначил? Только я здесь уже ходила. Я уже ходила здесь. Зачем он мне показывает сундуки, которые я уже... Вы видали? Она закастовала сейчас заклинание. Тише! Не надо мне тут перебивать меня. Ага, его мы не можем. Короче, не произнося заклинание. Это вообще-то, как бы, знаете ли, я такое в фильмах видела, только Дамблдор так делал. Ну и с этим, с Томом Реддлом. И все. Ты чё, мать? Ты чё вообще? Так. А, ну это сюда надо... Надо вернуться сюда в другой раз. Господи. Я сначала боролась с интернетом, теперь с тобой буду бороться. Подождите. Так. Нам надо... А как мне понять, профессор, чтобы... Надо научиться использовать чары воспламенения. Етить колотить. Вот сюда, нам вот сюда. Ого! Подождите, я рано вышла. Я рано вышла из карты. А может тогда мы как-то... А, так мы где-то недалеко. А почему такой путь указан долгий? Что здесь происходит у вас? Ох уж эти волшебные вот эти штуки. Тише, это я лишний раз escape нажала. Это мне куда-то надо вниз просто, видимо, по лестницам, поэтому как бы получается, что я где-то прям рядом, но на самом деле нифига не рядом. Ты палочкой не маши. Да иди ты в жопу. Да, я вообще очень популярная такая женщина. Все знают, что я боролась с троллем в Хогсмите. И все такое. Но не надо, знаете, вот это излишнее внимание, оно мне совершенно не нужно, знаете ли. Знаете ли. Какая приятная встреча. Нет, вот, короче, мне реально кажется, что это очень жестоко. Очень. О! Тетя Рита! Спасибо тебе большое за донатик. А почему сообщение-то не читается? 50 очков Гриффиндор. Блин, слушай, подручный, может, ты будешь читать донатики? Что-то там сломал. А почему второй раз? Сигнал. Сигнал второй раз. Ой, я же вам совсем забыла. Я сейчас только виджет увидела, что я же хочу на камеру собирать денежки. Так что они, понимаете, они не просто так куда-то там пойдут. Они пойдут на хорошее дело. Чтобы мы с вами увиделись, наконец уже. В конце-то концов. Я-то вас вижу, а вы-то меня нет. Профессор, вы собираетесь научить меня новому заклинанию? Хорошо. Профессор Фиг намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Да. Поэтому я обучу вас поджигающему заклятию Инсендио. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от паутины. О, от паутины. Или защититься от тех, кто захочет причинить вам вред. Весьма практично. Весьма. Но прежде чем мы начнем, я прошу вас выполнить несколько заданий. Некоторые из них вас удивят. Ученики слишком часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнем разучивать Инсендио. Да что ж такое? Ой, Иннокентий, спасибо тебе большое за донатик. А сообщений нету никакого, читать не надо. Спасибо большое. И донатик прислали, и читать ничего не надо. Прекрасно. Так, мне надо куда-то уйти. Похоже, секретный клуб скрещенные палочки не такой уж и секретный. А, это мы идем к этому What? Куда мы идем? Куда идем мы с пятачком? Мне довелось встретиться с профессором Гегат, она дала мне список задач.
Вот почему-то второй раз начинают выскакивать вот эти вот все штуки. Так, если я смогу справиться со всеми из них, то она научит меня использовать новое заклятие. Победите в 2 раундах. Завершите раунд тренировки комбинации заклинания. Кто такой Люканшу? Короче, видимо, мы там познакомимся. Там и познакомимся, как говорится. Все, поехали. Все, поехали, помчали. А что я... Мне, наверное, надо... Подождите. Надо, наверное, выйти из замка. А как выйти из замка? Очень тяжело. Очень тяжело это все понимать. Да, вот здесь вот как-то надо. Нет, не здесь еще. Еще ниже? А, нет. Мне надо, наверное, обойти просто. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать. Да какие плюй камни? Подожди. У нас тут судьба решается. А как мы туда попадем-то? Подождите, давайте, может, через какие-нибудь летучие эти... Юля Назарова. 500 рублей, Юля Назарова. Ты с ума сошла? Почему так много? Ты прочитал сообщение? Или у тебя еще не было его? Донатус поступатус. Ой, Донатус поступатус. Спасибо большое, Юля Назарова. Так, давайте, может быть, все-таки через какой-то этот... Ой, прям я вообще, я так обескуражена этим донатом, что-то прям совсем спасибо, правда, спасибо большое, ребят. Я даже не думала, что вы так хотите меня увидеть. Так, я вот, например, хочу увидеть... Ой, представляете, какая я тупая. Я взяла и я поставила путь до вот этого... Как его называют? Да, вот этого вот. А мне надо просто было переместиться. Почему второй раз он все время вот эти звуки издает? Ты что? Ты что? Сумасшедший? Ага. Так это мы где? О! Привет! Почти безголовый Ник! А почему с ним нельзя поговорить? Я хочу с ним поговорить. Может, есть коты хотя бы, которых можно погладить? Вы, кстати, пишите еще про звук. Я тоже забыла вам сказать, что если вдруг там я слишком громко, или игра слишком тихо, или игра слишком громко, в общем, пишите, если вдруг вы Я видела все. Я видела, что ты дергался. Все. Мы все видели. Все видели. В общем, если какой-то дискомфорт вы испытываете, пожалуйста, сообщайте мне сразу. Все будем сразу решать. Быстро эти вопросики. Да хватит дергаться, что у вас там? Чешется под броней, что ли? Опа, где-то опять сундук. Где сундук? А кто знает, как вот этого зовут привидение? Здравствуйте! Здравствуйте! Я такого не знаю. У меня вообще, кстати, такие отношения с Патерианой интересные. Ну как, мне кажется, что они интересные. О! Да почему со мной никто не хочет разговаривать? Короче, я посмотрела фильм, вот первый самый. Я была маленькая. На момент выхода первой части мне было лет 6, наверное, или 5. Ага, это не работает. А что мне надо? Зачем Люмус-то? А что надо сделать? Тут как будто бы что-то должно было произойти, но не произошло. В общем, я пошла. У нас еще был в городе старый кинотеатр, «Мир» назывался. Я пошла с родителями, как все нормальные дети, смотреть Гарри Поттера. И я обкекалась уже на какой-то там минуте ранней, когда появился бородатый чувак. Но я тогда еще уже не знала, кто это. Я еще не знала, что это добрый какой-то человек. В общем, испугалась сначала бородатого чувака, потом я испугалась каких-то там этих, как эти, корни какие-то страшные. Нет, дементоров еще не было. А кого я тогда испугалась? А этого, наверное, который единорога-то съел. Волдеморт. Короче, я обкекалась и не смотрела больше Гарри Поттера, наверное, до институтских времен. Я вот, когда уже в институте училась, я такая, блин, ну надо же посмотреть. Ну я же, ну не буду же я пугаться.
Бабушка хорошка, спасибо тебе большое за донатик, если я все правильно, конечно, прочитала. Сообщение не успела, у меня очень мелко на другом мониторе, очень-очень мелко все, поэтому я не могу прочитать. Сейчас нам у подручного там... Ой, и Кристина, спасибо тебе большое за донатик. Вот имена ваши я вижу, а тексты сообщений, видимо, мне надо покрупнее, надо будет потом настроить. Что? Что мне надо сделать? Опа! Страница руководства. Ой, слушайте, а когда мы успели на 5 уровень идти? Я опять что-то не заметила, там не узнала. Мне столько, кстати, писали в комментариях, что а там можно было какую-то уже древнюю магию использовать, а я вообще не шарю. Чем могу помочь? Ага, вот ты, Шумсби. Вот ты и попался. Себастьян посоветовал мне спросить у тебя, ну раз Себастьян за тебя ручается, этого достаточно. Я провожу дуэли в секретных палочках, это такой дуэльный клуб, приглашение в него кому попало не выдают, так что, видимо, тебе удалось впечатлить Себастьяна. Да. Так, подручный про звук ничего не писали в чатике? Ничего не писали, хорошо, знаешь, вас все устраивает. Это прекрасно, это прекрасно. Он получил неплохую трёпку. Ну нет, давайте не будем выдрючиваться. Мне лестно такое слышать, Себастьян тоже неплохой дуэлянт. Представляю себе, какую захватывающую дуэль вы можете показать, как именно все происходит в скрещенных палочках. Ты приходишь, я выставляю против тебя других участников, и тот, кто в итоге выстоит, становится победителем. Так мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы. А для большего интереса на кону еще и приз. Хочешь поучаствовать? Да. Yes. Конечно, дуэли — это отличное развлечение. Согласен. Кроме того, в скрещенных палочках можно сражаться в паре. На первый раз встанешь в пару с Себастьяном, а затем можешь привести кого-нибудь еще или сражаться в одиночку. Ну что, рискнешь сразиться? Да погнали! Чё уже тянуть кота за все подробности? Замечательно! Сейчас полетят искры. Ты еще пожалеешь, что Ты что вообще? Ты знаешь, что мы тут не на этот, как бы, играем-то, не на корову? Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания. Что за контролирующие заклинания? Ну это в смысле там Левиоса, короче, вот это вот все, ага, понятно. Такие, как левитационные чары, ага. Да, можно было просто дальше прочитать и не задавать дебильных вопросов. Привязка к цели, капслок, позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Ага, нажимайте, ага, чтобы переключиться между целями при использовании привязки. Ёперный. Тихо! Все. Извините. Я зачем-то подошла. А ты чё встал-то там? А почему не пробивается еёшный этот? Ой, извините, девушка, простите, пожалуйста. Мы не добили того-то. Мы же его не добили. Надо было в тебя сразу. Этой коробкой. Поражение. Подождите. Отмена. Забыли. Было больно, наверное. Ну что, еще разок? Конечно. Так, подожди, давай этого вообще не было. Это была разминка. Тихо. Давайте, еще раз прочитаем. Капслок. А зачем капслок? Вы думаете, мне как бы легко было эти запомнить цифры? Я и только эти запомнила. Мне еще другие надо запоминать. Еще капслок какой-то делать. Вы что, с ума сошли? Блин, еще и протега надо держать. Это вообще капец. А что случилось? Вот, все, и коробкой в него. Блин. Все, тебе капсда, парень. А кто поджег девчулю? Зачем подожгли женщину? Подождите, капслок, видимо, надо. А почему у меня не фокусируется на ней вообще ничего?
странно. А! Что такое А? Подождите, а почему у меня не фокусировалось ничего на ней? Я ей капслок нажимаю. Почему женщина в клетке там сидит? Вообще люди в клетках. Это почему? Неплохо, Себастьян, в тебе не ошибся. Правильно. Да, что соперники будут посильнее, но если ты продолжишь в таком же духе, может, станешь чемпионкой. Чудесно, я согласна. Хорошо. Впрочем, можно провести вторую дуэль, когда захочешь. Но как полноправный участник клуба «Скрещенные палочки», ты теперь можешь пользоваться официально одобренным тренировочным манекеном. Очень хороший способ освоить комбинации заклинаний. Только скажи, я его тебе предоставлю. Еще раз поздравляю с первой победой в скрещенных палочках. Отличный бой. Ничего отличного вообще в нем не было. Надеюсь, ты еще заглянешь к нам. Задание завершено. Скрещенные палочки раунд 1. Так надо второй. Алло. С возвращением. Привет, Люкан. Можно воспользоваться тренировочным манекеном. К следующей дуэли уже все готово. Так, подожди, давайте манекен. Подождите. По-моему, совершенно очевидно, что нам нужен манекен. Да, спасибо. Ну что, попробуешь? Попробуешь, да, давайте. С удовольствием. Постарайся применять все заклинания, прежде чем манекен упадет на землю. Если захочешь прервать тренировку, скажи мне. Окей. Ага. Ты куда поехал-то? Испугался? Ты меня не пугайся. Вот тебе. А, надо было конкретное. Извините, я думала, просто можно что хочешь делать. Получилось. Что теперь? Не надо на меня ехать. Так, ну это легко, конечно. Так мы его размотаем, естественно. Ага, так тоже можно. Думаю, хватит практики. Ты уже неплохо справляешься. Спасибо. Обнаружи слабые стороны на тренировке, а не на дуэли. Ты будешь грозным противником. Угу. Ага. Ага, комбинации тоже. К следующей дуэли в скрещенных палочках уже все готово? Ну, конечно, я подобрала отличного соперника, спасибо. Ну что, хочешь показать себя? Вообще нет, но мне надо, иначе меня не пустят дальше по сюжету. Мы будем пробивать эту стену башкой. Нет. С Нацай не буду драться. Она жесткая. Вы видели прошлую серию вообще? Вы видели, как она тролля размотала? Он ей, конечно, дубиной по башке дал, но как бы извините. Теперь вперед. Давайте. Ну, в этот раз он нам... Я разобью тебя в пух и прах. А чё когтевранцы такие дерзкие? Заранее прошу прощения. А я с кем? А я с кем? Так, пробивайте фиолетовые шары, используя мощные заклинания, такие как манящие чары Акцио. То есть если он фиолетовый, то никакое Левиоса не поможет, поняли? Вот я не поняла с этим капслоком. Вот с капслоком ничего не поняла. Ага. Ой, В надо нажимать. А чё вас так много-то? Подождите, почему опять... Вы чё, блин? Подождите, почему у меня не фокусируется ни на чем? Ах вы скоты! Почему я ни на ком не могу сфокусироваться-то? Ой, Алина, вижу твой донатик, спасибо тебе большое. Но у меня все плохо тут. Секунду. Секундочку, нормально вас поблагодарю попозже. Надо выпить, надо бухнуть. Зачем репару-то, ё-моё? Подождите, а почему их трое, а нас двое? Что я ничего не понял. Как это вообще работает? Хорошо, что я не поставил на тебя в этом раунде.
Вот так ты в нас верил, конечно, да? Glad to hear it. Да, рад это слышать. Спасибо большое, Алина, за донатик. Вот, еще раз. Еще раз мне напомнили. Я поняла, фиолетовые мощными, которые желтые другими. Так это мне не помогло совершенно. Что-то у меня фокусируется на чем попало он. Стрим, я думаю, где-то часика 3 в общей сложности посидим мы с вами, потому что хочется как-то подольше. На тебе еще по щечлу этой, как ее звать? Да блин, а чё мне не написали в этот раз, какую мне надо нажать-то? Так я же поставила щит, алло. Ах ты скотина такая. Да я ж поставила протега. Ты меня сдолбал. Вот тебе бочкой по башке. На тебе. На. Оп. Ах ты скотина. Да зачем Ревелью-то, ё-моё? На! Фух! Ну что это за дуэль? Я согласна, полное говно. Пришлось выложиться полностью, это уж точно. Другие дуэлянты уже и так обратили на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Рекомендую тебе тренироваться без устали, если хочешь иметь шанс на победу или хотя бы, да. Я сообщу тебе, когда все будет готово. Надеюсь, увидимся. Следующий раунд для самых рискованных. Задание завершено, а мне это уже и не надо. И чё, или еще раз кому-нибудь навтыкаем. Ну, если, конечно, мы сможем. Это опять к тебе надо? Или это не к тебе надо? Здорово. Пожалуй, тебе стоит сосредоточиться на зеле. Знаешь что? Это было жестоко. А если я сосредоточусь на твоей жопе, что тогда ты скажешь, а? Скотина какая. Ну все, короче, не хочу с вами тут прикалываться. Я пойду к профессору Гегат. Прикольно они придумали вот эту подгрузку локаций через двери. То есть как бы это и поменьше чуть-чуть нагружает систему, потому что и так, знаете ли, игра требовательная. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. А с ним можно... А почему все прозрачные, а он нет? Нет, с ним тоже нельзя разговаривать. Он напугал там какого-то пацана и занят немножко. Немножко занят. Да, конечно, дуэлянт из меня не очень... Ну ничего, мы это... Зал Иродианы. Мне вниз. Мне вниз. Ничего, мы потренируемся. Ой, какую-то ведьму сожгли, она радуется. Посмотрите. Жуть. Жуть какая. Куда мне? Куда? О. О. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Вот так, ребятки. Куда же мне надо? А, мне вообще не сюда, мне еще ниже надо. А почему профессор Гегат бегает вообще где попало? Мы, по-моему, вообще не здесь с ней видели. А, нет, здесь.
Да, здесь. Это я бегаю, где попало. I Ну, trust извините. Mr. Brattleby was able to accommodate Надеюсь. you and that you found success in your Да. endeavors. Профессор Гегот, все ваши задания выполнены. Glad to hear it. Прекрасно. В таком Then you случае, should вероятно, be вы ready готовы to learn изучить Incendio. инсендио. Вероятно. Yes. Да. I'm sorry Я to навещала say, немало I своих коллег в visited больнице enough Святого careless Мунга и colleagues at знаю, St. что Mungo's обуздать to огонь assure непросто. you that fire is a fickle servant. Your До spellcasting сего has момента ваш impressed me thus талант far, заклинания but меня please приятно удивлял, но maintain сейчас focus. вам прежде всего I would rather понадобится we not что-то, end блин, today's что я не lesson просто with your читала. role of flame. Let us begin. And Начнем. remember, И помните, focus движение on палочкой the должно proper быть wand очень movement. точным. Concentrate and keep your wand Сконцентрируйтесь. steady. Так, мне нужно F и пробел. Так, все, поехали. Ой. Оп. Оп. Все. Вот это мне удается шикарно. Всегда. Разблокировано новое заклинание. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить инсендио в свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другим заклинанием. Т. Ох! Ох, етить, колотить. Тут еще вон чего. О! Блин, а тут еще столько классного. А это можно учить вне сюжета? Мощь. Ой, Нина Фелици, спасибо тебе большое за донатик. Надеюсь, я правильно прочитал твою фамилию в очередной раз. Ну, в смысле, фамилию в нике. Last name, окей, да? Спасибо тебе большое. Так, давайте тогда инсендио, куда мы его поставим? Давайте вместо репару поставим. Не так уж часто нам нужно репару. Правильно? Дальность действия этих чар невелика, и поэтому вам нужно будет достаточно близко подойти к цели. Или акцию сделать, как бы. А чё нет? А чё нет? Пораженные цели поджигаются и продолжают получать урон в течение нескольких секунд, во время которых дополнительные попадания приводят к огненным взрывам. Ну круто, чё? Спасибо! Теперь мы можем идти по сюжету. О, давайте ему как раз... Неплохо. Продолжайте в том же духе. Главное, себя не подожгите. Ладно. Так, а получается, если я сделаю вот так... Оп! Все, упав. Все, не подходи ко мне. Открыть журнал заданий, доступно новое задание. Вернитесь в класс. Все правильно, зачем мне? Подождите, где-то тут еще сундук. Где сундук? Это вы прячете сундук, стоите, смотрите? А, он выше. О, а там вон страница. Там страница. Вон она. Где? Вот. О, скелет гибридского черного дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гегот после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров в 1878. Офигеть. Кто-то знает, как учиться замки взламывать? Как это делать? Или это только вот по сюжету надо пока идти, и там дальше это все выяснится? Подручный прочитаешь мне, ладно? Если там кто-нибудь напишет, чтоб я не отвлекалась. Отвлекаться я люблю, отвлекаться я могу. Так, какой большой замок. Какой большой замок. Долго же мы будем бежать с вами. Так, все, мы потерялись. А, нет, не потерялись. Опа! Что такое чувство, как будто это тот же самый кабинет. Только у того вход другой. Они прям одинаковые абсолютно. А, и лестница там с другой стороны. Ой, понастроят одинаковых каких-то этих. Вот. Здравствуйте. Сейчас мы опять ляжем поспать.
Вот, теперь проснулись. there you are. Здесь профессор Фиг, здравствуйте. Это я. Hello, sir. Здравствуйте, сэр. Профессор Гегет научил меня новому защитному заклинанию. Я бы не назвала его So I защитным. hear. Я She уже tells me you've знаю, taken она rather сказала, well to вы your new вполне wand. освоились новой You must палочкой. continue to Продолжайте work with работать с her профессором and your Гегет и other другими professors to преподавателями. improve your Вам нужно skills. много That упражняться. said, I don't wish to postpone Больше our visit to the откладывать library any посещение longer. библиотеки не стоит. Действительно, пойдемте. So, shall we proceed? Продолжим, да, пойдем. Fig! Фиг, I have у work меня for you. есть для вас Come. поручение. Идемте. Headmaster, I'm with a student Директор, of я my разговариваю с schedule. ученицей. Schedule will wait Расписание indefinitely, as will your подождет столько, я скажу. think that after Мне all the казалось, trouble после you тех caused me with проблем, Osric, you'd что be eager to вы make amends. доставили мне... My office. 5 minutes. Жду у себя в кабинете. Да, в смысле? Ты зачем мешаешь нам по сюжету идти? That man is Он просто exasperating. невыносим. К сожалению, наш поход в Unfortunately, our trip to запретную the restricted секцию section will придется have to wait отложить. a bit longer. But, Наш. Professor, We have no choice. У нас нет выбора. Будет неразумно еще больше злить нашего сиятельного директора. I shall find you Я when I've найду вас, как completed только выполню whatever возложенные на toils меня I must endure. поручения. Нет, смотри, это в наш поход. А чё ты не идешь-то? Тебе сказали 5 минут. Иди. Странный ты вообще тип. Это наш откладывается. А мой, может быть, и не откладывается. А зачем нам разговаривать с Себастьяном? Это вообще куда? Может, это далеко? Может, мы через какую-нибудь эту? Вот так попадем туда. Ой. Прям что-то прям... Я еще с этим интернетом нанервничалась сначала. Теперь еще эти дуэли меня выбили из колеи вообще. Минутка отговорок, почему ты хреново играешь. Потому что обстоятельства сильнее нас. Не, ну сейчас мы освоимся, все нормально. Да хватит чесаться, я все вижу. Господи. А зачем нам разговаривать с Себастьяном? Объясните мне. Здорово. Sebastian. Себастьян, вот ты где. Как раз тебя-то и хотел видеть. Я был в Трех Метлах после нападения троллей и видел, что случилось с Руквудом Харлоу. Виктор Руквуд обычно не удостаивает учеников своим вниманием. Это из Ранрока ума не приложу. Почему? Что такое? Я его даже не знаю. Может, он перепутал меня с кем-то из учеников? Как скажешь. Не буду на тебя давить, но однажды тебе придется мне рассказать, о чем речь. Вероятно, я смогу помочь. В смысле? Итак, зачем я тебе понадобился? Профессор Фиг просил меня найти кое-что в запретной секции библиотеки. Я же сказала. А сам он не может? Его в последний момент вызвал к себе Блэк. Можно, конечно, подождать и получить от него разрешение, но... Ты хочешь проявить инициативу. Именно. Ты как-то упоминал, что самому тебе хватило ума не попадаться в запретные секции. Все верно. Встретимся ночью у входа в библиотеку, и никому ни слова. Увидимся вечером. Что если нас поймают? А как же библиотекарь? Давайте спросим. Что будет, если нас поймают в запретной секции? Нас накажут, разумеется, так что предупреждаю сразу. Старайся не попадаться на глаза полтергейсту Пивзу. Стучать на таких, как мы, он любит не меньше, чем портить чужое имущество. Какой козел? А как же библиотекарь? А что, если я наткнусь на библиотекаря? Мадам Пергам не любит, когда кто-то тайком копается в ее драгоценных книгах, так что постарайся с ней не сталкиваться. Это шикарные советы. У нас в прошлом уже бывали разногласия, но я знаю, что в таких случаях делать. А вот у тебя могут быть проблемы. Это отличные советы. Короче, а что, если я попадусь? Ну, не попадайся, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не попадайся. А что, если меня директор увидит? Ой, директор, библиотекарь. Ну, надо, чтоб не увидел. Спасибо большое. Советы так советы. Там враги внизу. Видишь? Вон к той двери нам и нужно попасть.
Эти выскочки старосты побегут ябедничать пергам при любом удобном случае, так что лучше нас не видеть. Я умею быть тихой. Кто ты? Тебе надо выучить дезиллюминационное заклинание. Оно помогает попасть в те места, где тебе не следует. Примени его, и тогда, если на тебя посмотрят, то решат, что им померещилось. Главное, держись подальше от людей, не шуми. То есть я на самом деле стану невидимкой? Что-то вроде того. Конечно, это не так надежно, как мантия, но мантии дорогие, а заклинания бесплатные. А если нет разницы, зачем платить больше? Господи, я сейчас опять обкекалась. Так, ну чё, поехали. Оп, оп. Ой, можно все. Можно вот все так делать в этой игре. Вот это у меня получается отлично. Так, а сколько оно действует? Используйте дезиллюминационные заклинания, чтобы вас не могли обнаружить в запретных областях. Спасибо. Подождите. А почему красным мигает карта? Меня что, уже кто-то видит? Это как в Assassin's Creed? Так, давайте куда-то запихнем это заклинание. Так, вместо инцендио точно не надо. Давайте вместо Левиоса, может быть, пока... А, что я делаю? Это не то. Подождите, вот это. Промахнулась. Вот. Давайте так. А сколько оно действует-то? Ты не сказал? Умник. Хренов. Ой, там вон староста стоит. Так, хорошо. Нельзя, чтобы нас заметили, да я понял. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймает важная особа, это приведет к провалу задания. Окей. Так, я вот здесь я спрячусь. А если я их отвлеку чем-нибудь? Типа... Опа, дурак напугал. Подождите, а если я, например, что-то сделаю в фонтане? Их это не интересует, это для них обыденность совершенная. Ну вы слышали, там та девчонка сказала, типа, ну если я тебя увидела, то староста и подавно. А что тогда мне делать? Я же не могу еще сильнее спрятаться. Надо, короче, подождать, пока вот этот второй сдриснет к той двери. А потом пройти, потому что тот что-то жопой следит за этой дверью. Он очень бдительный. Ну давай уже, чеши. От Седова. Надо, чтобы их вот тут оказался один около нужной двери. Правильно я понимаю? Или я неправильно понимаю? Возможно, что я все неправильно понимаю. Давай, давай. Сваливай отсюда. А можно как-то потише идти, женщина? Девушка. Ну и все. Чё там? Они... Я увидела, они... Все. Я вот сюда сразу... Опа! Проклятие! Ты же говорил, что библиотекарши тут не будет. Я сказал, что ее обычно нет в это время. Все равно все будет в порядке. Ключ лежит в ящике того стола. Итак, вот как мы поступим. Давай. Я придумаю, как ее выманить, а ты достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Это говно идея. Это план говно. Я не желаю в нем участвовать. Я брезгую. Зачем нужен ключ? Чтобы попасть в секцию. Погоди-ка, зачем нам нужен ключ? Разве нельзя обойтись заклинанием? Алохамора? Да, обычно так я туда и попадал, но библиотекарша смекнула, что я знаю это заклятие, и наложила на замок защиту от него. Так что теперь нужен ключ. Но ты не волнуйся. Я сказал, что проведу тебя и слово свое держу. Поверь мне. Trust me. Ага. Тихо, тихо, что творится? Что случилось? Погоди, ты уже ее отвлекаешь? Что там? Это ты, Пивс? Почему она идет в эту сторону?
Ой, не в эту. Все нормально. Тихо, 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 тихо. Искать. Батюшки мои, какой бардак. Куда мне теперь идти? Бежим сюда. Бежим, 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 бежим. Господи, а! Нас заметили. О, господи. Адреналин какой. That wasn't so difficult after Это all. было проще, чем казалось. Теперь пора find that найти book. книгу. А, то есть вот этот замок вообще громко не будет звенеть, да? Никого это не беспокоит здесь, в этой библиотеке? Конечно же, нет. Так, тихонечко. Если мы с этим будем взаимодействовать, оно, возможно, шумное. Ну его в баню. А, нам еще и куда-то вниз. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклятие, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. А картины могут меня спалить? Такие типа, он там. Так, режим прицеливания позволяет повысить точность прицеливания и показывает дополнительные цели. То есть можно, короче, типа как камень кинуть, типа отвлечь. Ghost, don't let her see you. Нам картин показывают, типа, тихо, тихо, подождите, подождите, а как? А если я сюда позову призрака? А как я потом здесь пройду-то? Ой, аноним, спасибо тебе большое за донатик. Так, вот он сюда идет, и чего? Ага, и мне теперь надо вот как-то вот так вот, как-то, знаете, как-то пробраться, вот. А что, а как? А как? Ой, нас заметили опять. А, надо не здесь было идти. Все. Там еще кто-то. Там еще кто-то. Тут какая-то книга. Здесь нельзя находиться. Блин! Ваше путешествие окончено. Ну, еще раз попробовать, конечно же. Блин, я что-то даже не подумала, что она так быстро там окажется опять. Подождите! А мы где? Ой, господи, напугал. Напугал меня. А, замок мы уже сняли, мы просто идем сюда. Блин, может все-таки Oh, взаимодействовать? that one's charmed to look more useful than it Эта is. книга... It's fooled me twice. Never judge a Я уже tome by дважды its так cover. попался. Никогда не судя книги по обложке. Спасибо большое тебе за советики. Это прекрасно. Да я понял. Я понял. Don't let her see you. Так, она придет сюдой. Обрати на чат внимание. Да как же я обращу-то? Он далеко. Там... Там надо на красную стрелочку обратить внимание. Ну, я вижу. Так, она пошла сюда. Она пошла сюда. Тут вот еще один призрак. Прекрасно. Надо... Блин. Вот здесь надо встать, короче, да? Нет? А могу я... Иди туда. Кыш, брысь. Все. Да, я просто в прошлый раз, как сказать, я не рассчитывала, что она вообще, в принципе, так рано побежит, поэтому я даже не смотрела, в принципе, на эти стрелочки. Спасибо вам большое, что вы мне помогаете. Теперь все чисто, можно не прятаться. Окей. А как не прятаться? Тише воды, тише воды. Ты же сказал, уже можно не прятаться. So what is it you've been looking for? Что ты ищешь? looking for a Я cure ищу to help my лекарство twin для sister, сестры Anne, Анны, so чтобы that she она can скорее return to вернулась в Hogwarts. Хогвартс. Because Merlin knows everyone else Потому is что given. Мерлин свидетель, все Why do you остальные. think you'll find Почему a ты cure in the думаешь, что найдешь restricted лекарство в section? запретной секции, а Does у the школьной Hogwarts медсестры matron нет have ничего, nothing что that can help поможет Anne? Анне? No. Нет, We've tried мы everyone, обращались за from помощью Nurse ко Lane to всем, St. от Mungo's. сестры. But I can research on my Но own. я могу No need и to сам во concern всем yourself with that разобраться. right now. А ты не забивай Let's этим focus on голову. what you Давай are. сосредоточимся на том, что Which is тебе what, надо. precisely? Можешь конкретно сказать, wait till I что? see it. Когда увижу, You're пойму. being awfully cryptic. Подожди, тихо, не сбивай меня. А, да, здесь нельзя бегать, потому что мы же...
Так, там кто-то... Почему? Почему ты говоришь, что можно не прятаться? I'll be quieter than a jobberknoll. Почему-то красное все равно, но я не... Господи, книга, успокойся, пожалуйста, ты палишь всю контору. Почему-то... Но я не вижу никаких врагов, а почему-то карта красным мигает. Непонятно. Непонятно и страшно очень. Хватит! Подождите. По-моему, реально здесь нет никого. А почему же все красное? Потому что, видимо, надо все равно не шуметь. О, господи! Кто это тут у нас? Себастьян Селлоу с компанией шастает, где не положено. И когда не положено. Прохвосты вонючки, вам светит взбучка. Peeves, Пивс, don't. не смей. Я все расскажу, я все расскажу, я все расскажу. Вот козлина. Oh, blast Проклятый Peeves. Пивс, надо остановить его или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Будь осторожен, а я могу тебе доверять. Ни хрена себе вопросик. Это надо было спрашивать перед тем, как мы сюда пошли. Ну давайте спросим, конечно. Откуда мне знать, что ты не пойдешь в библиотекарши и не выдашь ей меня? С чего бы мне так делать? Мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Можешь идти, удачи тебе в поисках. Now, where's that damned Даже poltergeist got запропастился to? этот проклятый полтергейст. I know just the spell to repair this armor. Так, мне надо что? Мне надо вот это поджечь? Нет. А зачем мне тогда вообще надо было... Она сказала, починить надо. Да, а зачем мы тогда вообще учили... Repair it. Вот, видите, да я, если б не пришла в вашу запретную секцию, вам бы кто тут это все починил? Замок разваливается. Некому даже заняться этим. Ой. Ой, какой маленький обзор здесь. Очень страшно. Очень-очень страшно. Мне почему-то... Почему все игры резко превратились в хорроры? Кто-нибудь может мне объяснить? Тут еще, кстати, здоровенные пауки будут. Ну, конечно, следы древней магии. There must be more to this room. Да хватит меня пугать! Мне надо туда, да? Япона мама. А мне тут не надо уже прятаться? Ну это получается, сюда мог попасть только тот, кто тоже видит эти следы древней магии, поэтому... О, здесь сундуки не закрывают. Поразительная шляпа с орнаментом. Вот, мы ее напялим и будем всех Where поражать. might this lead? Войти. Войдем. Опанцы. Фух. Чуть Богу душу не отдала. О, началось хождение. Иди. Сейчас подручный тут будет дверями хлопать. Вы не пугайтесь, главное. Что мне надо сделать? Тоже? Тут ничего не починилось. Нет, это мне точно не надо. Подождите, может быть, как раз вот это мне надо поджечь? Incendio. Нет. Я знаю, не знаю, где я, но ощущение, что я уже за пределами библиотеки. Правда, что ли? Похоже, именно это место обозначено на карте в виде следов древней магии. I wonder if I can hit the rune with a spell. Удастся ли попасть в руну заклинанием? А каким надо заклинанием-то попасть? Обычным, что ли? Тихонько. Обычным надо было, оказывается. А я мудрю, тут я думала, что-то надо там чинить, притягивать, знаете, вот это вот все. А ларчик просто открывался. Not surprising. Guards at the ready. Ну, конечно, страж наготове. Я сейчас вам как дам вон этой штукой по башке.
На! Но они хотя бы ничего не кастуют, по-моему. Они только хотят прыгать на меня сверху. Вот козлы. Вот козлы. А, все что ли? А это что такое? Что это такое? Почему с этим нельзя взаимодействовать? Ну и ладно. Тут еще двое где-то. Они, видимо, в том зале, вот куда мы сейчас пройдем. А, нет! Они прямо здесь! Тихо, тихо, тихо! Спокойно! Не буяним! Не буяним! Спокуха! Спокуха! Тихо! Горите вы синим пламенем. Ваша способность использовать древнюю... Ага. Накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнять свой индикатор древней магии и восстанавливать немного здоровья. Спасибо. Ага. Нажмите Х, когда видите подсказку над головой игрока. Подождите, я думала, это просто крестик, типа враг. Здравствуйте, вот помечен. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Етить, колотить. Вы чё ж мне этого не рассказали-то, когда у нас тролль из нас всю душу вытряс? Ну, это... Hello there. Вот сейчас я как дам тебе. Упс. Ой. Это что еще за запрещенные читы? А там вон какой-то сундучара. А как туда попасть? Не так. Не так. Билин. Билин, интересно. А как туда попасть? Там, скорее всего, что-то прикольненькое. Да зачем? Это не надо. Нет, акцию на него не работает. Ой, ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Тут уже все отменилось. Ага, и тут надо быстро, да, бежать. Так, мы куда-то пришли? Должно быть, это путь вперед, но только куда он приведет? Врагов вроде нет. Спасибо за омлет. Вот такой стих получился у нас. Ой, чего такое? Ну, объясни, пожалуйста, ну как я прочитаю? Это же очень меленько просто. Ну я же тебя попросила, почитай мне, что там. Отвалился. Отвалился? Отвалился. Отвалился чат. Блин, да этот говорит, что все в порядке. А в Ютубе все и работает, в комментарии видно. Да? А в игре нет. Подождите, секундочку. У нас тут какие-то технические шоколадки опять происходят. У меня здесь все окей. В браузере все вообще отлично. Да главное, и OBS-то, в принципе, он показывает зелененькое, что соединение, как бы все нормально. Нет, виджет-то не может сломаться. Может сломаться только сам чат, если только. Подручный полезный. Да. Блин. Что-то я не знаю. Ребятки, попробуйте кто-нибудь что-нибудь написать, потому что у меня здесь ничего и не написано, что здесь что-то отвалилось. Странно, откуда это тогда информация? Может, еще раз попробовать ссылку перелинковать? Или у нас что-то все-таки опять с интернетом?
А это все сейчас идет вообще в эфире-то? Мы вообще в эфире? Подручный. Ты можешь там как-то перемотать? Просто сейчас будем долго тут стоять бубнить. Если как бы эфир идет, то надо дальше идти. Эфир идет. Все хорошо. С эфиром все хорошо. Что с чатом непонятно. Че, не будем этот провод, интернетный кабель передергивать? Ребятушки, извините, у нас что-то с чатом произошло. Я не знаю, может быть починить. Ты понаблюдай, короче, сейчас. Если что, сейчас там как-нибудь уж этот вопросик мы решим. Nearly there. Ё-моё. Best keep my Алика wits просит about me. отключить его вообще. Да? А чё, он мешает смотреть? Тебе, мешает, как ты думаешь? Как же я отключу? Вы там такие полезные вещи пишете. О, сундук! Ну чё, в принципе, можем его и отключить, и ты мне просто будешь читать полезности всякие. Подручный же полезный у нас, правильно? Там капец сколько этих уродов. Да, ребята говорят, можно отключить. Да, можно отключить. Ну давайте отключим. Что нам стоит дом построить? А этот виджет вам не мешается, который про сбор средств? В принципе, его тоже можем отключить. А таймер работает в чате? А, это если чат не работает. А как они пишут в чат, если ты говоришь, что чат не работает? А, заработал? А, ну все. Ну все прекрасно. Все чудесно. Ну, чудесно все, кроме вот этого. Что это такое? Такая музыка веселая, главное. Ха-ха, сейчас будем драться с какими-то рыцарями. Ха-ха. А, тут боевых 2 только. Или они подвое будут на меня нападать. Но вы забыли, что у меня есть... Вон чего. Я еще вам могу по башке надавать. Вон какой-то фигней, поняли? Нате. Да, они будут подвое. Прекрасно. На тебе. Наша вам с кисточкой. Опа! А что это? Подождите, а что это вы такие живучие? А так как-то, знаете, и даже как-то и не прикольно. Вот так, да? А чё тот развалился? Ты чё? А как так вышло? Подождите! Подождите! А чё сразу все? А где всякие эти подрывные бочки? Очень даже прикольно с ними было. Ах вы скоты такие, а! Давай, лечись, моя заюшка! Все в порядке! Сейчас мы им жопы подорвем. Тихо. А у меня нету больше лечилок. Отступаем. Лечилок нет. Тихо. Или мы так не подлечимся, да? Ничего так не работает. А почему древняя магия не призывается? А, потому что мы хрен попадем столько раз. Вы что думали? В сказку попали? Вы думали, я не умею отступать в нужный момент? Я сейчас вот эту штучку еще как возьму. Ой, там вон еще, прям рядом с ним. Они мне нужны, понял ты? Козлина! Все, тактика отступления, она работает. Она рабочая. Она хороша, она в порядке. О, это омут памяти It's a опять? book after all. Это же та книга. Почему такая веселая музыка? Мы что, на какой-то прогулке? Ой, ребята, господи, с этими чатами, с этими рыцарями, тут никаких нервов не останется. Господи. Ага. Такая вот книга. Сыро. Что поделать? Придется теперь нырять. Ага. Ой, это опять этот чел.
Что случилось? Воды нету. Сейчас будет. Он был какой-то добрый волшебник, вот этот. Это я понимаю, полезные волшебники вообще. Ой, заметила девочка. Уходи. Вы ничего не видели. Пацан вон там от счастья разревелся. Посмотрите, его успокаивают. А, это... Вы хотели меня видеть, директриса Фитджеральд, профессор Экхэм? Мисс Исидора Маргак, добро пожаловать. Профессор Руквуд, профессор Баккар. Мы знаем, что вы отлично приспосабливаетесь к жизни в Хогвартсе. Это правда. Приятно слышать, особенно в свете вашей необычной ситуации. Я про зачисление сразу на 5-й курс. Кстати говоря, меня тоже приняли в Хогвартс на 5-й курс. Больше мне ни разу не доводилось слышать о таких, как мы с вами. Когда мы разговаривали вчера после урока, вы спросили про красивые клубящиеся следы, которые вы видели много лет назад, когда мы посещали вашу деревушку. Я сразу же узнала вас всех, мы были рады помочь. И да, в тот день я действительно видела повсюду вихреобразные следы древней магии. Мой отец настаивает, что это было лишь мое воображение, но для меня это было реальным. Воображение тут ни при чем. Персиваль, профессор Экхэм тоже может их видеть, но мы никогда не встречали никого другого, кто тоже может. Я не понимаю, что это... Шепот или следы, которые появляются, когда кто-то применяет особенную форму древней магии. Древняя магия? Немногие способны владеть ей. Хогвартс сам по себе является оплотом древней магии. Получается, если я вижу следы древней магии, значит ли это, что я могу управлять ею? Если пройдете надлежащее обучение. Но давайте не будем забегать вперед, мисс Морганак. Но прежде чем я обучу вас применять подобную магию, вы должны сначала освоить все, чему только может научить Хогвартс. Такая могущественная магия может причинить большой вред, если попадет не в те руки. Ей должны владеть лишь избранные. Поэтому мы просим вас никому не рассказывать о том, что мы обсуждали здесь сегодня. Такая довольная тоже пошла. Подождите-ка, древняя магия, 5-й курс. Это что? Это не совпадение. Это не совпадение. Себастьян! Идите колотить, где ты? Опять вы шныряете по запретной секции. Я надеялась, что эти выходки прекратятся, но очевидно, отправлять вас после уроков уже бессмысленно. Оставлять вас после уроков. Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Но, впрочем, Пивс говорил, что вы пришли сюда не одни. Не один, наверное. Если кто-то подбил вас на это, будет лучше, если вы скажете мне. Вы же умный мальчик. Зачем вам неприятности, а? Скажет. Со мной никого не было, я пришел один. Вот, а вы говорите, все слизеринцы говнюшки. О, Себастьян, что скажет ваш дядя? А выбираться надо будет самим, да? Задание завершено. Уже не надо прятаться. Они все пошли к директору. О, а я деньги стырила. А я шла, я денежку нашла. А старосты тоже уже смылись.
Прикольно. Это, конечно, прикольно. То есть можно было просто попозже прийти, и старцы бы все ушли тогда, получается. Или не получается. Да, вот видите, какой Себастьян молодец. Либо он что-то задумал такое, чтобы нас потом спалить. Либо он реально просто не захотел нас подставлять. Не знаю даже. У меня, кстати, есть же... Какое-то же, я знаю, заклинание, я умею делать вот эти лечилки. Это мне как можно делать, интересно? Я должна сейчас сначала попасть, наверное, в свою гостиную. А, нет, в класс профессора я должна вернуться. Может, он мне как раз расскажет, как хилки восполнить, потому что мы же купили эти все рецепты, фигепты. Блин, ну там наверняка надо, как всегда, найти кучу ингредиентов, походить по запретному лесу. Пусти... Простите, что-то меня понесло. Что это значит? Книги и невзгоды. Ну вот, ну и пустили бы меня. Мы что, ночевали в этом кабинете, получается? Это кто? You cannot be serious. Да не может быть, гоблины заодно с Руквудом. Бессмыслица какая-то. Это довольно необычно, мягко говоря. Необычно? Это невообразимо. Это я. Фиг, у вас посетитель. Профессор Шарп говорит это. Я постараюсь. Ну, постарайтесь. Сэр, нам удалось пробраться в запретную секцию, пока вы были у профессора Блэка. Оказалось, мы шли по следу книги. Что? Но погодите-ка. Вы попали в запретную секцию, но как? Хотя, если подумать, лучше мне не знать подробностей. Нет, мы можем спасти тогда Себастьяна. Как скажете. Между прочим, книга была под запретной секцией. Расскажите мне все. Но сначала давайте посмотрим на эту книгу. Давайте, усаживайтесь поудобнее. О, надо же. Тут недостает нескольких страниц. Кто-то добрался до этой книги раньше нас. И все же попробую изучить то, что осталось. Возможно, мы еще сможем узнать из нее что-то полезное, хотя на это понадобится время. Окей. Интересно, почему она была здесь, под Хогвартсом? Кажется, я знаю, сэр. Я видела еще 2 воспоминания там, где нашла книгу. Еще один омут памяти, Годрикова сердца. Тот человек, которого мы видели раньше, Персиваль Рекхэм. В первом он и еще 3 преподавателей использовали древнюю магию, чтобы спасти деревню от засухи. Мириам была права. 2 воспоминание. А во 2-м они говорили со студенткой, которая, как и я, поступила сюда сразу на 5-й курс. Она тоже видела следы древней магии. Почему именно эти воспоминания? Может, в книге найдется объяснение. Может, и найдется, а может, и нет. Мне придется взять ее с собой в Лондон. Директор настаивает, чтобы я лично поговорил с министром о смерти Джорджа. Что вы им скажете? Что вы им скажете о смерти мистера Озрика? Не знаю, насколько откровенно можно говорить. Джордж пытался вразумить министерство насчет Ранрока. Интуиция подсказывает не сворачивать с избранного пути и осваивать подробности... Чё? И оставить подробности при себе, пока мы не узнаем больше. Понятно. Понимаю. Я попробую что-нибудь узнать о пропавших страницах, пока вас не будет. Хорошо. И не забывайте об учебе. Вы с каждым днем все лучше управляетесь с палочкой. Спасибо большое. Но нужно также уделять внимание травологии и зельеварению. Магия — это не только заклинание. Значит, будет чем заняться, пока вас нет. Вы превосходно справляетесь. Будет очень интересно посмотреть на ваши достижения, когда я вернусь. Ах, да, и непременно находите время для друзей. Вы же не представляете, сколько полезного от них можно узнать. Спасибо большое. Испытание 7-й уже уровень. Господи, я за вами не поспеваю, миледи. Так, шо, куда нам? Прочитать письмо, Ты наконец можешь попробовать завоевать титул нового чемпиона школы. Финальный раунд скрещенных палочек пройдет там же, где обычно, а если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении.
Спасибо, братан. О, встретимся в Нижнем Хоксфилде как можно скорее. Надо поговорить с тобой о Руквуде и Харлоу. Замок не самое подходящее место для этого. Ну, надо к Нате идти 100%. Нати только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Открыть карту. А она уже прям там торчит, ждет нас. Так, карта мира нам нужна, потому что... Это карта мира, большая ее часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть ее подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Это деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционный предмет. Побочные задания — это мое любименькое, просто... По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучать новые места, деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Профессор Фиг и профессор Уизли попросили меня обучить вас новому защитному заклинанию. Прошу вас, выполните мои задачи и загляните ко мне в кабинет. Чё вы все наехали на меня, напали? Что такое? Подождите, кстати, что хотелось бы узнать мне? Как нам вот эти вот все... Инвентарь. Лечилки-то всякие, они вот у нас где? Где снаряжение? О, кстати, а может быть у нас что-то уже есть? О, а нет, это хуже. Это все хуже. О, можно к нападению добавить себе. Ну, капец, мы модница будем, ё-моё. Я когда в Ведьмака играла, там вообще... Он у меня был такой модный, просто вообще. Я просто все ставила, что, ну, типа, там, чтобы у него нападение там тоже было, урон, чтобы было побольше. Но это просто к рукояти для палочек. Это вот у меня сейчас есть, наверное. А, нету. Но она ничего не дает. Фига, какая красивущая. А чё мы с такой не ходили? Так, это все круто, конечно. А где делать лечилки? Испытание карты, задание, совиная почта. Коллекции, это тоже не то. Испытания, соответственно, наверное, тоже. А, это мы еще не собрали. Блин, как прикольно-то все. Но как мне делать эти? Может быть, мне как раз надо на урок зельеварения попасть? И тогда будет мне счастье. Где-то выше сундуки. Так, башня защиты от темных искусств. А мне надо... А куда мне надо? Мне, наверное, надо в деревню сначала. Меня ж тут ждут. Ага, фига. Это я должна идти столько лет. Если вы видите этот значок на какой-то локации, наведите на него курсор, чтобы показать все скрытые значки, которые могут находиться в этом месте. Да это я понимаю, тут как бы могут значки быть, конечно, но для меня это пока все равно бесполезно. А там ближе, по-моему, и нету никаких ориентиров-то, чтобы можно было куда-то переместиться. Хоксмит, по-моему, не по пути. Или по пути? По пути или не по пути? Нет, конечно. Хоксмит вообще вон в ту сторону. Ой, копать, колотить. Ну чё, побежали. Ни на метле еще не умеем летать. Ни на чем. Будем скакать по всему этому. Потому что, мне кажется, у Нати пока самое полезное. И драться ни с кем не надо, что тоже, в общем-то, хорошо. А, мне вниз. Ой, музычка-то какая. Там это все стоит, ждет, пока я ей по люйкам не найду. А у меня тут дел, знаешь, сколько? Угу. Может быть, и не так далеко. Вообще, на самом деле, мы еще даже из Хогвартса не вышли. Да, путь не близкий.
Подождите, а почему он нас ведет как-то буераками какими-то? Разве приличные волшебники так ходят по газону? А! Подождите, это что? Это что? Это домик Хагрида? Это очень похоже на домик Хагрида. А это как-то на карте обозначается? Что это такое? Где я? Блин, ничего не написано такого здесь. Блин, так прикольно. Скажи мне, если в чатике напишут, я не перепутала? Там работает чатик-то? А, чего говоришь? А тут я тебя же не слышу, мне же на... Это я зачем сделала? За какой ты это сделала? Лунный камень. Ну, наверное, мне это для чего-то надо. И грибов соберем зато. Ой, зато мы сейчас столько всего полезного. Кристина говорит, что внешне очень похож. Да, вот я тоже думала, что внешне очень похож. Это так мило. Жалко только, что Хагрида еще нет. Еще даже в проекте нет. О, хорошо, так вообще и отставание даже маленькое получается. Прям быстро ответики приходят в чат. Ой, а я переживала так из-за этого интернета, уже думала, пойду капли пить. Господи, Натин, ты вот могла бы вот еще подать? Что ты в Лондон не уехала? Можно было в Лондоне поговорить. Что-то... А, вот это я тропинку... Стой! Ой, зачем я спрятала? А, да, можно и спрятаться, чтобы поближе подойти к кролику. Ага! Природу не обманешь, как говорится. Кролики нас видят в любом виде. Подождите, и вот это тоже похоже на, на домик Хагрида. Ой, там козел. Капец, просто Симона и в мире животных. Здравствуй. А что-то можно с ним сделать? Ничего нельзя сделать. Жалко. Это жаль, конечно. Ой, а что это здесь такое? Значок какой-то. Это значит, тут какое-то задание или что? Ой, а что у вас здесь так темно? Тебе советую прыгнуть на него. На кого? На козла? Да. Козел? Ты где? Сейчас я на тебя прыгну. Нет. Вообще такой непрошибаемый, посмотрите, ему вообще пофиг. Просто. Опа! Не. Просто никаких даже кнопок взаимодействия нету. А если мы... Да на него даже акцию не влияет. Ему вообще настолько пофигу. Так, тут всякие сундучки. А что означает вот этот значок? Что означает? Значок, что означает? Значок же что-то должен означать. На то он значок, правильно? А, это вы... Это другой выход. Интересное местечко. Revelio. Так ничего не показалось больше. Ничего полезного. Ничего полезного. Вот оно что. Инструменты смотрителя. Можно было предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Подождите, а Хагрид, он же и был смотрителем? Или... А кем он был вообще? Что вообще происходит? В какую игру мы играем вообще, ребят? Может быть, это как раз дом Хагрида был? А тот как будто бы большой слишком, или нет? Да и Хагрид, знаете, был не маленький.
Так что... Кристина говорит, он был смотрителем и лесником. Вот. Может, вот это... Может, у него 2 хижины здесь вообще было. Нати, ну вот ты где. Рада тебя видеть, подруга. Да давай, здорово. Hello, Natty. How Привет, are you? Нати, как I ты? hope you've Оправилась recovered после from our нашего rather памятного eventful визита trip в to Hogsmeade? Хоксмит? I am well. Я в порядке, но беспокоилась о тебе, дружище. Ведь за тобой охотятся Ранрок и Руквуд с Харлоу. I'm all right at the Сейчас со moment. мной все в порядке. Мы об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. Это я за этим сюда шла, чтобы ты мне тут допросы устраивал. Ты вообще что? Ты что вообще устраиваешь? Я не могу тебе сказать. Для твоей же безопасности. Никогда не встречала Руквуда или Харлоу. Должно быть, они приняли меня за другую ученицу. Несколько странно, что они с таким упорством преследуют ученика Хогвартса. В натуре. Но как бы то ни было, тебе определенно грозила опасность. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Харлоу представляют угрозу для нас обоих и для всех остальных, поэтому я и хотела с тобой поговорить. В тот день в Хоксмите я кое-что поняла. Я увидела твое мужество во время боя с Троем и отвагу Сироны, бросившей вызов Руквуду и Харлоу. Ваша смелость и меня вдохновила на решительные действия. Какие действия? Мы с мамой покинули Матабелланд из-за таких же людей. Я не намерена сидеть сложа руки и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Это отрадно слышать, это может быть опасно. Это может быть опасно. Ну, господи, она Гриффиндорка, они не знают... Опасность! Это наше второе имя. Все. Хорошо, Руквуд и Харлоу опасная парочка. А теперь они еще и с Ранроком спелись. Тем больше причин их остановить. По слухам, Теофил Харлоу заправляет делами шайки Руквуда. Если справиться с ним, то вся затея Руквуда пойдет прахом. Может и так, но разве негодяем вроде Харлоу не должна заниматься констебль? Я с ней говорила, она была очень любезна, но по непонятным причинам не стала обсуждать подробности с учеником. Я подслушала разговоры бандитов Руквуда о незаконной ловле волшебных существ, которую замышляет Харлоу. Подумала, что можно разузнать об этом побольше, собрать доказательства его вины для констебля Сингер. Хорошо, но как? Я буду внимательно смотреть и слушать, выясню, что именно замышляет Харлоу. Как что узнаю, сообщу тебе. А пока помни, я всегда готова прийти на помощь. Спасибо. Спасибо. Просто вот, сеструха. Будь начеку. Хорошо. Сейчас... В чем дело? Как вы смеете мне угрожать? Тут уже... Там что-то происходит. Задание завершено. Девушка из Уганды. Подождите, я сундуки сначала поищу у вас здесь. Что-то их не видать. А, они в домах, которые я не могу взламывать. Не круто. Это не круто. Я так понимаю, они все в этих. О. А это откуда? А тут могут жить обычные люди, правильно я понимаю? Типа они могут быть не волшебниками. Потому что тут какой-то диалог, что типа мама не верит девочке, что она видела каких-то там летающих. Вот, я сейчас вам покую здесь все. И потопорю. Вон. Все нормально, не замерзнете. Все в порядке. А это что такое? Это какое-то типа побочное задание? Ни за что бы не подумал, что сторонники Ранрока зайдут так далеко. Подождите. Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да. Я больше не могу вести дела, и к тому же едва не лишился жизни. Вам стоит поискать товары в других местах. Мне теперь нечем торговать. Никогда не думала, что дойдет до такого. Не теряйте бдительности. Ранрок и его сторонники никого не пощадят. Они напали на вас? Ранрок не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примкнуть. Мне не хотелось, чтобы волшебники относились к гоблинам как к ровне, но я не считаю, что для этого нужно проливать кровь. Когда я сказала им об этом, они вышли из себя, избили меня почти до потери сознания, отняли у меня тележки и все мои пожитки, и даже забрали самое дорогое, мои картины. Раньше такое случалось, вы художник. Да вряд ли такое когда-то случалось. Ты что, с ума сошла?
Буду смотреть I'm в sorry оба. this happened Очень to жаль, you. что с вами такое I shall случилось. certainly keep Если an eye увижу out ваши for your тележки, cars. обязательно вам That is скажу. very kind Это of очень you, мило с but I вашей think стороны, they но took them to думаю, their camp что их southwest утащили of в here, лагерь к just юго-западу past some отсюда. ruins. Дорога туда Too проходит dangerous to возле try and retrieve руин. them. I did enchant the carts Правда, я to заколдовал return to me тележки, if I чтобы они ever вернулись lost ко them, мне в случае however. потери. Slim though the chances Хотя may шансы be, невелики, I'm holding out но я hope еще that надеюсь, что some смогу of вернуть what себе was часть taken is украденного. returned to me. Только они, значит, едут к It was тебе. nice meeting you. Украденная Wish it had been тележка. under better Че, пойдем circumstances. помогать? Или мы пойдем по... Да там у нас... Слушайте, у нас там столько вообще дел. Мы сколько уже с вами? Где-то часа полтора мы в эфире, да? Да? Как ты думаешь? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, А там I еще... shouldn't be surprised at what happened to А там Orm. еще какие-то вон враги. Я нафиг, я лучше так пойду. Что это за враги такие? Я там никого не вижу. Что? Ой, Коня, спасибо тебе большое за донатик. Это пауки! Испытание разблокировано. Победить пауков. Что, их 10? 10! Так. Никогда не использовать акцию, когда дерешься с пауками. Запишите себе. Никогда. Потому что если эта хрень подлетит ко мне... Блин, я вся в мурашках. Фу. Отстой. Господи, почему по 2 раза он сигналит мне? Я и так тут вся на нервах. Кто? Кто здесь? Пожалуйста, давайте не надо, пожалуйста. Арахнофобы вышли из чата. Да, арахнофобы вышли из чата, это просто пипец. Я не по... Кристина сказала. Я понимаю, что это не похоже, не твой стиль. Я сразу поняла, что это не ты сказал. Ребятки, я вас так не подставлю. Видите, я от них ушла. Все. Никаких... Мы там одного прикончили древней магией. И это все... Ого, очень... Блин, там еще 2 врага, и это опять пауки, да? Вот зато... А, нет, Рон Уизли тоже вышел из чата. Я только хотел сказать, что, типа, Рон Уизли тогда зашел в чат. Но нет, нет. Вот зато страницу нашли. Чешуя гибридского черного дракона опять. Огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Прикольно. Кто это там? Кто? Шипастый плевун. Ну, тебя в сраку, шипастый плевун. Я не хочу. Мне не нужны проблемы. 10-го уровня он. Да идите лесом. Вот этим самым лесом, которым мы идем, вот вы им тоже идите. Вообще, вот вы, если были бы волшебниками, вы бы отдали вообще своих детей в Хогвартс? Они вообще как оттуда живыми-то возвращаются? Мне просто интересно. Почему не зачищают вот как бы местность от каких-то уродов, которые могут уничтожить детей? А, эти плевуны, это и есть пауки. Боже. Почему нельзя следовать за бабочками? А меня не видно. Коллекция обновлена. Вы идете вдвоем. Берегитесь. Там жопа. Господи. Фу, я вся Кристина просто в говорит, мурашках. она бы обвешала ребенка амулетами. Нас что, заметили? Фу, а есть какие-то амулеты от пауков? Past the ruins. Надо I'm on the пройти right track. руины, я на верном пути. Господи, зачем мы пошли помогать какому-то гоблину? Зачем? Зачем я вас втянула в все это, ребята? Простите меня, пожалуйста, простите. Кристина с Николаем решают, что детдом лучше, чем Хогвартс. Детдом, не знаю. Вот там тоже, знаете ли, очень жестокие законы, почти как в тюрьме. Так что я даже не знаю.
Ага, а нас еще и ждут всякие вон эти, как их зовут, разбойники Но там. Кристина говорит, зато там нет акромантулов. Акромантулов, ты чё? This must be it. Акромантулов там нет, говорит подручный. Сейчас мы этих акромантулов... Нет, мы должны прокачаться сначала. А, ну это вот враги... Это, наверное, разбойники. Looks as if there's more than Ну, one way у to enter. разбойников... Воин сторонников Ранрока. Их там 4. Так, у нас сейчас что? Ого, дуэльные уловки. Завершите в отведенное время. Попадите в снайпера с использованием заклинания остолбенения. А у меня еще нет никакого заклинания остолбенения. А если я без этого выполню задание, оно мне не засчитается? Да, они 10 уровня. Подождите-ка. Интересует один меня вопросик. Обозначается ли где-то какого уровня задание? Рекомендуемый уровень 2. А чё это 2? А там как бы эти, как их зовут? Там противники 10 уровня. Это никого не смущает? То есть я такая со 2 уровнем. Пойду сюда. И получу здесь тренделей. Ой, у меня все сломалось. На тебе. Так, одного уделали. Чего там кто-то кричит-то? О, он трансгрессировал сюда! Ой! Ой! Блин, не успела протегу поставить. На! Блин, зараза! Ничего я не успеваю. Я в дуэльном клубе-то там что-то еле-еле. А, у меня... А, я где-то лечилку взяла одну. Блин, мне это тоже не поможет. Так, мы должны действительно бежать. А, все. Не успели. Блин, а почему... Откуда у меня вообще одна лечилка взялась? Перезапустить последнюю? Ну, давайте перезапустим. Я хотела попить немножко и облилась. Господи, что такое? Фейл за фейлом. В смысле? Кого? Ага, а чё это? Ой, блин, опять я не успела протега поставить. Подожди, я тебя плохо слышу, потому что тут громко. Ой, это какое Ревелио, блин, еще? Оп. Какой люмус? Что несешь? Тихо, у меня опять ничего нету. Так, спокойно. Спокойно, ребята. Блин, оно вот в каком-то неудобном месте находится, как будто бы. Ой. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Блин, зараза, опять. Слушайте, может, ну их в жопу, они 10 уровня, а мы 7. Блин. Мне кажется, еще из-за этого как-то не особо получается. Не, конечно, еще я тупая, это понятно. Но как-то что-то как-то мне не нравится это все. Почему написано, что рекомендуемый уровень для вот этого задания? А, и типа меня уже заметили, считается, да? Я сейчас тебе ударю вон этой... А, там вон еще какой-то у них... Блин, слушайте, давайте, может, ну их нафиг. Или так уже нельзя? Как же мне с вами поумнее это расправиться, то у меня... На тебе.
А чё я, кстати, не поджигаю им пуканы? Кто-то может мне сказать? У меня же есть... Вот же. Я же могу им поджечь пукан. Это на троечку. Слушайте, их там реально прям много. А сил у меня мало осталось. Кристина советует держаться на расстоянии. Вот я тоже думаю, надо их выманивать. Pretty. Not quite. Ой, блин. Ну, выходите по одному. You won't stop me. Oh, that was meant for me. Ну и чё? Come here, you. Идите сюда, вы сюда идите. Они там говорят, иди сюда. А я говорю, вы сюда идите. На! I've been fighting Да зачем since before тот-то? you were born. На, понял? Вот тебе, получите, распишитесь. Ой. Блин, а как он меня задел? У меня же было протега, блин, зараза. Сейчас я этого добью. Ах ты скотина какая! Блин, зараза! Все вроде неплохо шло в целом. От скольких я избавилась? От двоих, троих? Что-то я просто думаю, что мы сейчас убьем до хрена времени, а это как бы, ну, вот обрадуется гоблин, что мы ему отдали сундук какой-нибудь. Ты куда кинул? Ты что, дурная? Да какое ревелью? Иди сюда. А, блин, надо было... Зараза! Надо было сразу... Блин, у меня мана кончилась. Нет, у меня прям вот с протега надо что-то делать. Надо, наверное, переназначить на какую-то другую клавишу, потому что я вообще не успеваю ее нажать. Ну и что? И что теперь? Надо мне как-то же восстановиться. Вот, сейчас мы и восстановимся. Ну, что-то я не знаю. Я думаю, если сейчас они опять нас прикончат, то пойдем отсюда. Удерживайте врага в воздухе, зато я выполнила. Давай, давай! И как-то мне непонятно все-таки. Мы вот купили рецепт для вот этих, как их называют. Какое инцендио? Ах ты скотина какая, а? Какой люмус? That was meant for me. Pity. Not quite. Ну нет, нет, все, ну 10 уровень, камон, ребят. Это как-то не круто. Это как-то не круто. Ну давайте, да, с последней контрольной точки, но мы отсюда чешем. Ну его нафиг. Кристина говорит, просто нужна Авада Кедавра. Да, конечно, она нужна. А когда она нужна, ее никогда и нету, этой Авады, этой Кедавры самой. Почему открылись задания? Я же нажала М. М — это карта. Мэп, как бы. С чего вдруг ты взял? Что мне надо сюда? Так, тут у меня что, испытание Мерлина. Женщине у причала нужна помощь. А почему это? Сюжетные же задания желтым выделяются. А почему я должна помогать какой-то женщине? У вас что, нет полиции, скорой помощи, там еще кого-то? Почему этим ученики Хогвартса занимаются? Так, ну мы же отслеживаем какую-то другую фигню. Подождите. Тихо, тихо. Не путайте меня. Где у меня задание? Так, испытание Мерлин. Требует уровень 4, блин. А у меня 7. Это значит, там враги будут 15 уровня, да? Помогите незнакомке. Хорошо, хорошо, давайте. Это вы меня попросили. Это вы меня попросили, это не я. А как? Да с тобой все понятно. Я вернусь, когда прокачаюсь. В курсе на 10 я приду, жди. Чё?
Никого я тут не видела, я занимаюсь исследованиями, и мне некогда выслушивать. Виктору Руквуду плевать на твое время. Oi! Ха, на ловца и зверь бежит. Мистер Руквуд хочет перекинуться с тобой словечком. Вы за учеников взялись, да вы... Сью, заткнись. Her alone. Оставьте ее в покое. А, они с 7-го тоже уровня. Die for that. Ну вот. Это что такое? I'll watch the light go out of your Я буду eyes. наблюдать, как в твоих глазах угаснет жизнь, видимо. Это что такое? В разделе коллекции вашего руководства появляется новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. Ага, мне это сейчас прям надо сделать. I'm not going anywhere with you. Ах ты скот какой! Tell Rookwood to find me himself. Что-то меня задело, походу, опять. I'll get to you. Блин, это можно было эту древнюю магию. Все, капец тебе. О! Что? Я превратила его в куренка? Можно его пнуть. Стой. Скотина. Стой. Все, понял, чеши. Козлина. Что за звуки? Хорошо, можно разговаривать. Вы в порядке? Are you alright? Мы в порядке, она в порядке. В полном и во многом благодаря вашему мастерству в защитных Это я, да. Не объясните ли, почему двое готовы были отправить меня на тот свет? Пеплам, кто? Грабители-вымогатели. Похоже, они очень вами интересуются. Это долгая история, но благодарю за помощь. Ну что ж, на сегодня вам удалось от них избавиться. Прия предупреждала меня, что здесь становится все опаснее. Лучше продолжу исследование, пока они не вернулись. Кто такая Прия, кстати? Вы упомянули некую Прию. Кто это? Да, это моя подруга. Именно благодаря ей я заинтересовалась Мерлином. Она дала мне книгу. Трудолюбивая, как и все пуффендуйцы, великолепно варит зелье. У нее своя лавка в людном переулке. Она странствующий торговец. Раньше меня узнает обо всем. Понятно. Исследование, как интересно. Нора Тредвелл к вашим услугам. Историк-археолог. Специализируюсь в изучении профессионального и жизненного пути Мерлина. Ого! Фига себе! Неужто Мерлин и вправду существовал? Невероятно! Тот самый Мерлин из легенды о короле Артуре. Он самый. Вы ведь знаете, что Мерлин учился в Хогвартсе. И я изучаю некоторые интересные приспособления, которые он здесь оставил много веков назад. Приспособления этих колонн, увитых виноградом. Здесь множество. Я привыкла называть их испытания Мерлина. Я считаю, что он создал их как развлечение для друзей слизеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. Это удивительно. Понимаю, отчего Мерлин вам столь интересен. Мне не терпится узнать побольше об испытаниях. Хорошо, тогда расскажу вам маленький секрет. Никому еще не удалось разобраться, как они работают, но думаю, я только что обнаружила ключ к разгадке этой тайны. Так, подозреваю, что сладкая мальва – важный компонент, приводящий в действие механизмы испытания. Сладкая мальва – растение универсального применения. Мерлин постоянно упоминал его в своих трудах. И я как раз добралась сюда, чтобы проверить свою теорию, и тут меня... Видите, в центре каждой спирали в записках Мерлина находится символ. Это навело меня на мысль, что... В центр символов можно поместить сладкую мальву. Вот именно. Не поможете ли мне с этим? Посмотрим, что получится из нашей маленькой гипотезы. Подождите. Угу. Сейчас возьмем. Между прочим,
Интересное наблюдение. This trunk. Да. Игру I ругали have the Mallow Suite. за то, что здесь типа якобы не представлено ЛГБТQ плюс сообщество, но вот как бы вот эта женщина сказала не подруга, она сказала my wife, она сказала моя жена, а на русский почему-то перевели моя подруга. Вот мне непонятно, а чё тогда, собственно, ругали? Все есть, все есть. Что? What should I do Лозы now? исчезли, что теперь делать? Это никому неизвестно. Интересно, что это за поминальные огни. Может, их поджечь? Ой, не надо было. Flames make the Если зажечь огонь, колонны уходят в землю. Ты чё стоишь? Давай, поджигай. А чё? Оно же недалеко действует. Ой-ё. Любопытно. Огни снова погасли. Их надо в каком-то определенном порядке, что ли? Раз. А сколько их здесь вообще? 3. Значит, вот это следующее. А чё я? Давайте вот так. Не понял. Подождите, вот это первый. Ага. Надо просто побыстрее и поточнее. О, чё? Мерлинова борода, как красиво! Действительно, блин, как красиво! What a day. I can Ну hardly и денек, даже не верится. Это какая-то беседка просто красивая. И там была статуя Мерлина. I take it we can call that a Полагаю, можно success. сказать, что мы достигли успеха. Можно, конечно, но теперь у меня еще больше вопросов. How does it Как все это work? работает? Нужно свериться с записями, вдруг я что-то упускаю. Are all of the trials like this one? Все эти испытания такие, not не precisely. совсем, но я Well, думаю, при I think каждом each has those есть эти telltale характерные lines in the лозы swirl и спираль на земле. You should feel И free to если solve them if наткнетесь you на come них, across them. разгадывайте I на have здоровье. what I Думаю, у need to меня continue уже my есть все research. необходимое для дальнейших My guess is исследований. that each will Думаю, also для require каждого malice, из них потребуется which you сладкая can find мальва, in Hogsmeade, которую should всегда you можно need найти more. в Хоксмите, если I понадобится. really must Вообще-то, be мне уже пора. such a Очень рада pleasure была to с вами meet you. познакомиться. And do be careful out Берегите here. себя. Now, I've Я got узнала what все, I что needed, and I хотела, и shall теперь return могу to the вернуться safety домой. of my notes and books. Окей. Задание завершено. Вообще-то ночь. Разные испытания дают разные награды. Перейдите в испытание Мерлина. Пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам. Подождите. Бой. О, мне что-то дали. А, нет, не дали. И это не дали. Ничего мне не дали. Это надо 5 из 10. Ага. Угу. Это бой. Это вот задание. Это вот я еще не выполнила. Вот это выполнила. И вот это. О, мне дали какую-то накидку. Плащ какой-то дали. Или это не тут? А где же это? Где же это? Мария только начала смотреть стрим, и ее интересует, узнали ли мы, почему она начала так поздно учиться. Нет, еще не узнали, почему она так поздно начала учиться. Я вот тоже задаюсь этим вопросом, если честно. А где этот плащ? Нам же дали какой-то плащ. О, смотрите, модная шляпа. Вот это прикольнее. Только у нас как будто мокрый волос. Слушайте, вот это прям прикольная шляпа. А там цвета нельзя менять? Блин, это же не Sims. Ну ладно, что поделать? Что поделать? Плащи и мантии. Ну здесь должен был быть этот плащ. Ничего не знаю. Ничего не знаю.
Короче, да, о, мы теперь будем в шляпе ходить. Вот, зато мы будем в шляпе ходить. Что я вам могу сказать? Не выяснили, почему мы так поздно учимся, но зато у нас есть шляпа. А почему он мне не показывает? Карта Хоксмита. Тебе советуют, наведи на предмет и нажми F. Это где, в снаряжении? Или про что это? Ну вот если про это, то это не работает. То есть, типа, ну, можно, ну, просто вот как использовать, типа... Так, короче, если вы про это, то это непонятно, зачем это надо было нам. Так, куда-то мне надо переместиться, у меня там... Вообще, во-первых, ночь, мне надо в спальню. Ученики не в постелях! И тут ходят всякие тарантулы. Опять эти тарантулы. This could prove dangerous if I'm not Здесь careful. может быть опасно. Конечно, может быть опасно. Нам вообще надо в замок. А что вот это такое? Какой-то значок. Какой-то здесь значок. Что это значит? А, тихо! Спокойно, блин, вот еще не хватало ноги поломать. Тебе советуют, не надо нажимать на сам предмет. Так я так пробовала сделать. Вот у меня, вот, например, я на него не нажимаю, нажимаю F. Вот, шляпа колдуна цвета индиго. Вот. Вот все, что происходит, когда я нажимаю F. Вот я мышкой не нажимаю на сам предмет. Или просто надо просто нажимать F, вообще ничего не происходит. Непонятно. Не пойму я. Там что-то есть. Тише, только, пожалуйста, не расшибись. Ой. А, их просто собирать. О, это какие-то такие грибочки. Ой, какие. А зачем им шипы, если они в итоге не работают, что их можно спокойно брать? Так. Надо Левиосу вернуть. Ага, этот не работает, да? Понятно. А если я вот так сделаю? Ой, зашибет. И чего? Офигеть. Я надеюсь, там нет пауков. Хотя вообще выглядит все так, будто бы должны... Взяла, просто разбила что-то. О, шарф дали. Нам дали модный шарф. Идти колотить. Капец, сейчас я побью все вазы, чтобы опять это... Богу душу не отдать. О, господи, это ж надо было, а. Мне кажется, или этот шарф, который мы нашли... А это все, да, что ли? Шарф, который мы нашли, подходит к той модной шляпе, которая с узорами. Тут ничего нельзя сделать больше? Вроде бы и нет. Все вроде снаружи показывается. Ну ладно, в принципе, это было несложно, поэтому и как бы награда, не сказать, что прям капец какая существенная. Ой, господи, ты сейчас споткнешься. Куда ты так втопил-то? А, это, наверное, тут можно прикупить чего-то, да? А, ну я, как всегда, хожу вот где попало. Вот где никто не рисовал, что надо ходить. А я вот хожу. Я так все время делаю в играх. Вообще не знаю, зачем. Потому что не ищу легких путей. Это еще одна вот эта Мерлинова штука. Так. Ага, может быть, притянуть сюда вот эту... Фига. Не понял.
А чё ты? Incendio! А чё такое? Ну, пойдем за мной. А может... А просто толкать можно? Как-то непонятно. Больше нет, чем да, конечно. Нет, ну явно же надо как-то... Почему не притягивается-то? Причем она сказала, вот эти лозы должны быть. Лозы здесь и нет никакой, только вот эта спираль есть и все. А как-то можно, типа, притягивать, не знаю, какое-то, может, действие надо нажать? Protego! Какое протега? Уже все, поздно. Пить боржоми. Не пойму. У нас так было в какой-то серии с сундуком с каким-то. Может, тебе надо сюда? Просто вот ты куда как бы не идешь, он за тобой не движется, этот камень. Но акция работает. И сохранили нас еще зачем-то. Что, нас может придавить этим камнем? Что-то я не знаю, я уже на все взаимодействия понажимала. Ничего тут нет. Левиоса на него не работает. Ой, ну и все, ну и отстаньте тогда. Я что вам здесь? Нанималась. Какой-то вот фигней заниматься. Я говорю, ночь. Опять, вот зачем я иду туда? Зачем я туда иду? Чтобы что? Чтобы упасть с высоты и на этом все закончить. Так, у нас тут... Что это? Это что это? Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. Ой, это же, я помню, в фильмах был вот этот мост. Он застекленный. Мне казалось, они торчали из него этими, ну, туда наружу. Так, вот внутренний двор часовой башни. Прекрасно, прекрасно. Я иду вот на какой-то ориентир. А, я, наверное, в дуэльный клуб пришла. Чё, будем, не будем? У нас это вообще не было главной задачей. Может быть, попозже. Там у нас была одна из задач, что надо пойти в дуэльный клуб. Но сейчас мне хотелось бы понять... Опа, это что такое? Incendio! Revelio! Ой, я думала, оно еще не активировалось просто. Так... Вообще, кстати, интересен. Да кто шумит, когда я разговариваю? Интересен тот момент, что нам дали руководство, но при этом нам надо... Но при этом нам надо еще искать его страницы. То есть нам дали неполное руководство. Картина Аргильшира. На этой картине изображен Аргильшир. Регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. У нас что-то сегодня все про этого черного дракона. Прикольно, конечно. Но мне надо вниз. Мне надо куда-то вниз. Потому что у меня там... Это туалеты. Подождите. Это вообще замок. Ну это потому что запертый вот этот туалет. Куда нельзя заходить. Чтоб не получить по башке, например. Вообще тишина. Мне надо, наверное, в эту. О, это для меня? Это музыка для меня специально. Я
Ксюша из одной группы без 3 букв забежала на минуточку и узнать, короче, стрим-то в записи будет. Ой, я очень надеюсь, что будет, потому что я его как бы конкретно не записываю, потому что у меня нет столько памяти на телефоне. Ой, на телефоне, что я несу? На компе, чтобы его записать. Я очень надеюсь, что YouTube не глюканет и его сохранит, поэтому я надеюсь, да, что будет в записи. Заходите, потом смотрите. Ничего от вас прятать не буду. Не надо... Они меня отвлекают. Подождите. Двор трансфигурации. А, правильно, я иду. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы... А, у нас еще плюи камни там эти. А сколько мы уже с вами вообще? Часа 2 с лишним, да, наверное? Это что еще такое? Ждать. Чего ждать? Чего же мы будем ждать-то? А, это день наступил. Нифига, зачем мы здесь спали? Нет, Элеонора, нет. Мы не будем с тобой разговаривать сейчас. Потому что мы будем открывать карту. Мы будем открывать карту. Ой, читальня. Так, давайте, короче, сюда переместимся, поближе куда-нибудь. Что же задолбалось бегать? Но то, что мы ночуем в кабинетах в каких-то, в коридорах, это, конечно, приколдес. Да, интересно, интересно. Мне так нравится этот фонтан. Вообще, блин, такая красота. А вообще, вопрос. Чё, из-за меня всех котов убрали? Мы что-то за целый стрим ни разу не встретили ни одного кота. Это почему? Спрашивается. Мне куда-то еще ниже надо. Господи. С вами тут заблудишься в вашем Хогвартсе. Вот. Где-то на... А почему я опять... Почему я снова не отслеживаю это задание? Почему я так опрометчиво поступаю? Внутренний двор. О, там страницы. Оп. Эта сломанная метла принадлежала селению Вертноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Она хотела на Луну улететь. Офигеть. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Ну а чё? Ну а почему нет? Господи, вот это, знаете, эти волшебники, они, конечно, интересные люди. Заняться им нечем. С жиру бесится, называется. Понятно, короче, нам обратно. Нам обратно, потому что я не отслеживал задание. Надо было бы... Ты зачем сломался-то? Подожди. Брат. Братан, так не пойдет. Ты зачем? А что, я не могу его починить? Тогда ты его чини. Это ж твой друг. Что-то не поделили, наверное. Явно он замешан. Потому что стоял, там что-то чесался, а теперь такой застыл. Фу, опять паутина. Ну за что нам это все? Ого. Розовый костюм для езды верхом. Прекрасно. Оно того стоило. Вот. Сидят. Сидят. А, можно с этой... Лучше с этой стороны написано. Написано, надо с этой стороны идти. Знаешь, с этой стороны пойдем. А мы здесь вообще еще не были ни разу. Мы, наверное, как раз на зельеварение идем. Может, нам расскажут как раз, как делать эти все вот эти...
Firing punches Не заклинания, а вот эти хилки там и всякое вот это. Блин, посмотрите, как круто, господи. О, Себастьян, надо его поблагодарить. Ленора, дорогая, я очень рада тебя видеть. О, вот, держи, это пригодится сегодня на занятии. Подарок для твоей тетушки. О, добрый день. Класс, поприветствуйте новую розу в нашем саду. Да, они уже все в курсе. Но теперь будем расти вместе. Это про эту, наверное, говорили девчушка, что она ученицей стала. Я очень рада, что мы здесь собрались. В этом году вас ждут волшебство и радость, но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знания. Тот, кто знает травологию, боится ядовитой какой-то штуки не больше, чем прыгучей какой-то другой штуки. Я просто, если буду сейчас это все читать, я вообще ничего не успею. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громоголосым клубнем, известным как корень мандрагоры. Ребята, надевайте наушники защитные, а то сейчас будет капец. Давайте поможем нашим узловатым подопечным перебраться в горшки поудобнее, но сперва защитим уши. Да, защищайте, ребята. Хлопок достаем, запихиваем в уши. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и резко потяните. О боже! А может быть, есть какой-то, ну как бы... Скорее, суньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землей! Давайте, так, ой! Оп! Вот, а может быть, есть смысл, типа, по одному это делать? Не все толпой, а по одному. Земля должна укрыть корень, как теплое одеяло, и мандрагора тут же успокоится. Супер. Репаро. Спасибо. Мне очень-очень жаль. Видимо, вам досталась почти взрослая мандрагора. Ну все, пора прощаться. Вы все отлично поработали. Понятно. Расскажи, как выращивать. Итак, теперь мы будем сажать бадьян на столах для горшков. Интересно, любят ли гиппогрифы спорыш? Хрен его знает. Да, профессор. Прежде всего, хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой. Нюансы ухода за ними порой сложно уловить. Ухватить. Да, мне понравился. Вообще-то мне даже понравилось. Ваша любовь к предмету очень заразительна. Мне приятно это слышать. Вы вправе... Вы впитываете знания по травологии, как мандрагора в воду. А теперь, как я уже говорила, будем сажать бадьян. Сперва найдем все семена. У меня же есть семена, купленные в Хоксмите. Вы посетили волшебную группу. Чудесно. Подготовка почвы для знаний — это очень важно. Я организовала вам отдельный стол для горшков, хотя после начала учебного года сделать это было непросто. Посадите семена, а потом вернитесь и соберите урожай. Почва, свет и волшебство — это прекрасно, но растениям нужно еще и время. Окей. Так. Ага, у нас есть даже отдельный... А можно поговорить, где этот-то челик? Ой, тут какой-то другой есть челик. Как говорится, сажать семена лучше всего вчера. Но если не получилось, сажай сейчас. Ой, какой умный мальчик. Так, стол для горшков. Можно купить в магазине. Ну вот, у меня есть вот это. Это время выращивания 10 минут. Размер растения — маленькое растение. Семена бадьяна можно приобрести. Ну давайте. Окей. А, и реально прям 10 живых минут надо будет ждать. Отличная работа! Ваш бадьян будет готов для приготовления рябинового отвара, как только подрастет. Я попрошу профессора Шарпа сообщить вам. А пока давайте отвлечемся на другого представителя флоры — китайскую жующую капусту.
Капец. You'll find that Некоторые some plants are растения better принесут suited куда to больше uses пользы вне котла, outside of the нежели в cauldron. котле. The cabbages do get Капуста testy должна without постоянно starting to что-то chew. жевать, иначе она становится Fortunately, I have a раздражительной. dummy for them К to счастью, у gnaw меня on. есть специальный Dear, dear. манекен. Будьте добры, дайте-ка ей Yes, Professor. погрызть. They're in the Ой, other greenhouse. а что это It's такое? just at the end of the Гриффиндору. footbridge leading out of this room. Your Это он classmate, только Mr. сейчас Stewart, начал has kindly читать offered to донаты, accompany you. прикиньте. Он сейчас прочитал самый первый донат. Во Mind your прикол. fingers. They do bite. Офигеть, а что происходит? Почему так? Я все, кстати, прослушала, что она хотела сказать, потому что донатики. Saw you on your way to Привет, Hogsmeade недавно the other day. видел тебя по пути Nice to meet you. Хоксмит. I'm Я Леандр. I'll be showing you the Chinese chomping Да, cabbages. реально, он берет Up these и stairs will take us читает there. старые You'll эти. lead. Слушай, я не хочу с тобой разговаривать. У меня дел. Nice work in defense against the Шмакаю dark во arts, все by the way. интимные места. Excuse me? О, чмокаю во все Your интимные duel with места. Sebastian. А почему мне And he's этот good. подручный не читал это? Thinks he's really good. Сейчас мы slaughtered him. навтыкаем Brilliant. подручному. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull Мне from crushing you? Typical Slytherin Удачного trick, dropping a стримчика. dragon skull А on someone сколько during a стрим fight. будет длиться? We Gryffindors fight with honor. Да вообще, You know that, of почему course. он читает поздно так? Это что такое? Ой, он, кстати, знаете, вот этот чел, на кого похож? Он похож на актера, который играл Ньюта Саламандра в этих фантастических тварях. Слышишь? Он просто подряд читает донатики теперь, которые были. Это что вообще за прикол такой? Ну вот так. Зато сейчас все подряд. О. Школьная форма со стильным блейзером. Это вам не просто так. В прошлый раз, когда мы видели слово блейзер в играх, нам дали Here we are. трендюлей. Home Это of the Chinese chomping это в cabbage. стрей было, если что, если вы не Now, помните. see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. Это как? I'm sorry. Извини, What do I что need мне to do? нужно Garlic сделать? said she wanted you to have a go at Чеснок tending the отправила cabbages. тебя ухаживать Give за them some time to капустой. chomp Это and несложно. Просто брось Nothing to it, кочаном. really. Это Just просто отшвырни toss some of несколько those кочанов Chinese и поймешь, chomping cabbages почему out. их назвали жгучей капустой. You'll see fairly quickly why we call them that. Окей. А я, значит, зря их собрала, что ли, получается? Что такое тап? Зачем тап? Мне нужно выбрать китайскую жующую капусту из моего кругового меню инструментов. И бросить ее в сторону манекена. А где у меня круговое? А, тап удерживать. Так, выбрала. Так, чтобы открыть, затем тап, чтобы использовать назначенные вами инструменты. А за... Ты чё? Look at that. А, And anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year Офигеть. to keep the gnomes out. Did save for the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. прикольно, Vicious конечно. little bastards, aren't they? Мелкие, а опасные, My kind of правда? plants. Вот такие Not like растения мне по stupid душе. booty tubers and Это не bouncy balls. какие-нибудь The kind of plants that бубончуберы just have you или back in the прыгучие fight. луковицы. Not saying you can't go it Не в alone. том смысле, but- что ты well, без imagine них that не wasn't a справишься. dummy. Просто представь, если бы это был не манекен. Наверное, иногда они полезны. Да, но ведь это манекен. Да, он видит, я думаю. Уже представляю. Trust me, Leander. Поверь, I was Леандр, я imagining it the хорошо entire себе это time. You представляю. were. I mean, Да? Ну, то of есть, course, ясно. С you're, тобой шутки not so much плохи, a я trifle, понял. I see that. Блин, Dog я не breeding думала, death что can't это have more типа of с them if выпадом you're keen. какой-то, Other какая-то plants too. реплика. Ones your parents wouldn't plant in the garden. Ага, да, я You get понимаю. the idea. Ты Anyway, we, понимаешь, probably в ought to общем, head back to class. нам пора обратно в класс. Ну, пойдем. Take your time. I'll see you back in class. Не буду тебя торопить, увидимся в классе. Да не надо меня торопить. Мы сейчас все здесь пособираем. Я вообще не знаю, зачем это все нам надо. Я очень хочу, чтобы нас научили делать лечилку все-таки. Вот это я прям очень хочу. Оп.
А вот и мы. I tended to the Я Chinese закончила с chopping китайской cabbages, жующей Professor. капустой, профессор. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам не очень досталось укусов. Во всяком случае, я на вас не вижу. Ну и славно, ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно, кто же из вас вырастет. Я тоже от растений много пользы. Честно говоря, растения меня не интересуют. Ну зачем ее обижать? Magical plants have so much to Да, offer. I'm eager мне to learn нравится more. их изучать. Славно, потому что работа непочатый край. Заботьтесь о своих растениях, и они отплатят вам тем же. Ну, на сегодня все. Заходите как-нибудь поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Нет, ты скажи, как лечилку делать. Ты стой. Задание завершено. Надеюсь, мандрагорам хорошо. Это вот мои вот через 3 минуты уже. Давайте подождем. А пока мы, может быть, подумаем, как можно... А где, кстати, Себастьян? Я ж тут видела Себастьяна. Что, нам нельзя с ним даже побеседовать? Может быть, теперь как-то можно сделать-то лечилку? Потому что у нас... Из бадьяна можно делать рябиновый этот отвар. Рябиновый же отвар — это лечилка, если я все правильно помню. А есть тут что-нибудь еще интересное? А вот еще есть чего-то. Просто обокрали всех. 3 минуты, 3 минуты. Блин, интересно. А можно с ней типа побеседовать? Нельзя. Из чего же делается этот рябиновый этот отвар? Ну ладно, попозже тогда вернемся. Что тут 3 минуты, сейчас еще тусоваться. Так, задание у нас теперь еще одно. Это вот, наверное, задание по зельеварению. Следующий урок, который мне нужно посетить, это зельеварение. Его преподает профессор Шарп. Но я, пожалуй, вот отсюда пойду туда. Ой, я что-то ее в этой шапке не узнал. Думаю, господи, кто это? Это ты играешь? Ой, боже, боже. Вообще, посмотрите, чисто краш. Япона, мама. Ну да, так можно было бы и подождать 3 минуты, пока там что-то какие-то у нас там растения. Ты куда полетел, Стоямбус? Опа! Попалась. Попалась. И это попалось. О, 9 уровень! Класс зельеварения. Неужели никто из мракоборцев или сотрудников министерства чего-то там? Ну, в общем, тут всякие вот эти вот размышления из разряда «Дамблдор никогда не допустит». О, а тут какое-то подземелье. А я могу сюда пойти и сундук открыть. Ой, и деньги найти. Это что такое? Ключ какой-то сюда нужен. Прикольно. Мы когда-нибудь сюда зайдем с вами. Но нам вообще сюдой. Зельеварение. Давайте начнем задание. Занятие. Опять вон этот Себастьян. Почему мы не можем с ним потрындеть? Зельеварение — это самый сложный и опасный предмет в этой школе. Ученикам 5-го курса потребуется невероятное прилежание и эрудиция. Этот семестр мы начнем с рябинового отвара. О, вот, наконец. Мистер Таккер, можете рассказать нам, что может быть полезно? Чем может быть полезно это? Да, профессор Шарп, рябиновый отвар используется для обработки ран, а в некоторых случаях как заживляющее средство. Он может исцелять некоторые раны, но далеко не все. Когтевран получает очки.
К концу этого занятия каждый из вас сварит свой собственный рябиновый отвар. Наконец-то! Наконец-то! Уже сил нет моих. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Приступайте. Ты сказал в конце. А мы уже в конце? Теперь чат-то семьи, господи, ё-моё. Толочь ингредиенты следует равномерными и уверенными движениями. Я очень равномерная и очень уверенная. Добавляя порошки в зелье, будьте осторожны, случайно чихнув, вы можете стать причиной катастрофы. Ну, просто полная безопасность в школе. Добавьте сок. Кого? Еще добавить. И не чихай, главное. Так, сейчас будем мешать, видимо. В другую сторону. Оп. Так. Ой, хоть бы никто не взорвался. Смотрю, многие не забыли, как обращаться с котлом. Держите. Пробуйте. Это зелье не из самых простых. Хорошо. Судя по тому, что я слышала о ваших подвигах в Хогсмите, вам не помешает изучить защитное зелье Эдурус. Профессор Уизли ведь сказал, что вам нужно достать рецепт в лавке Пиппина. Да, сэр. Хорошо. На сей раз можете взять нужные ингредиенты, но в будущем должны будете приносить собственные. Некоторых из них можно получить из растений, некоторые вы выращиваете на уроках травологии. Однако кое-какие ингредиенты достать весьма непросто. Для этого нужно проявить изобретательность. Когда закончите с зельем, зайдите ко мне. Любопытно будет узнать, у вас талант или вам просто повезло. Рябиновый отвар. То есть... Себастьян! Себастьян, это ж ты? Себастьян, поговори со мной. Себастьян! Друг! Почему ты мне не отвечаешь? Ты чё тут? Профессор Шарп сказал, что рябиновый отвар лечит раны. Надеюсь, мне он никогда не пригодится. Надейся. О! Подругелла. С подругеллой тоже нельзя разговаривать. Вы чё? Что я вам сделала? Привет. Первый рябиновый отвар у тебя пошел отлично, но впереди нас ждет еще немало зелий. Да уж, год будет непростым. А ты мне не угрожай, поняла? Так, соберите яйца. Мне показалось, ли профессор Шарп разрешил тебе зайти к нему в кабинет? Вообще-то да. Если я все правильно поняла из диалога, да. Все верно, он послал меня за ингредиентами для еще одного зелья. Превосходно. Подруга тебе предоставилась необычайная возможность. Ты же помнишь меня? Я Гаррет Уизли. Ага, да, мы виделись в гостиной. Слушай, зелье Эдурус даже тролль сварит без труда. Я работаю над этой штукой. Мне не хватает лишь последнего ингредиента, который придаст особую изюминку. Полагаю, с этим тебе и нужна помощь. Я знал, что ты быстро схватываешь. Мне нужно одно перышко. Раз уж ты все равно будешь в кабинете, прихватить его. Я могу достать это перо, не знаю, стоит ли. Вообще-то, ну как бы, я думаю, что если он так допускает учеников туда, то он, типа, ну, наверное, ведет учет, потому что, а если они что-то опасное, например, стырят, он не будет об этом знать. Ну, в принципе, господи, Гриффиндор, слабоумие и отвага. Зачем мы задаемся такими вопросами? Уверяю тебя, он не рассердится, они не особо ценные. Ты даже не представляешь, что именно я варю. Возвращайся ко мне, как только все там, короче, сделаешь. Красота, просто красота. Я думаю, нам жопа. Мы еще и мех дворняги взяли, а зачем? Распоряжение 31 декабря 1875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркс. В последнее время возле магазина Горбин и Беркс наблюдается нездоровое оживление.
В неурочные часы, особенно после полуночи, к черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. А чего это такое здесь у нас? Так, яйца. Это что? Ослепительная мантия у нас есть теперь. Раздобудьте перо. Может быть оно... А где оно? Вот оно, наверное. Блин, да нам жопа. Ой, какой! Ой, фу, ух ты, какой хороший такой. Я думаю, нам пипец, все. Где твоя рыжая наглая морда? Иди сюда, на! Держи! Отлично, спасибо, еще немного и будет готово. Продолжай варить свое зелье, Дурус, а я скажу тебе, когда закончу. Что, мы пойдем вместе бухать то, что ты сваришь? Взаимодействовать. Так, сварите зелье, используя разблокированный рецепт. Ну вот, рецепт, пожалуйста. Прикольно, тут прям типа живое время надо ждать. А как же я, например, то есть во время боя я ни из чего не могу крафтить, да, вот лечилки там всякие. Очень интересно, это очень интересно. Короче, мы бои будем очень трудно переживать, ребятки, котятки. Взять. Ну, так я приготовила. Все. А теперь добавим сладкой мальвы и... Странно, что происходит? Ой, боже. Отходим. Так, не отходим, отходим, прячемся за стол. Гаррет, опять! Да, ты крутой. Что на этот раз, мистер Уизли? Извините, профессор. Вычитаю очки у Гриффиндора в который раз. Это дело рук не только мистера Уизли, его пособница тоже понесет наказание. Ну ты козлина рыжая, вообще. Ну это просто... Подставил меня опять. Ну ладно, что поделать. Мне удалось сварить зелье, Дурус, профессор. Удивительно, что вы нашли на это время, ведь вы так заняты, помогая мистеру Уизли творить хаос. Прошу прощения, не понимаю, о чем вы. Прошу прощения. Прошу прощения, профессор, я просто не умею отказывать друзьям в помощи. Я уважаю людей, готовых отвечать за свои поступки. Будем считать, урок вы усвоили. Ну что, отрицать глупо. Что касается вашей сегодняшней работы у котла, скажу, что вы хорошо справились. Признаюсь, поначалу я был настроен скептически, ведь я даю своим ученикам углубленную программу, а вы новичок. Я рада, что мне удалось оправдать ваши ожидания. Да, такое случается редко, но запомните хорошенько. Вы еще не знаток зельеварения. Пока нет. Вы должны твердо знать, как сочетаются между собой различные ингредиенты, но этого мало. Важно понимать, что они из себя представляют собой. Прилежно изучать травологию, вам предстоит выращивать растения, которые используются в зельях, которые вы варите на зельеварении. А теперь рекомендую вам поискать себе место для практики в зельеварении. Ну вот место. Думаю, на сегодня у нас всех хватит впечатлений, урок окончен. Я хочу вот это сделать. Грибочек, там какой-то росточек. Чё здесь ходишь? Я работаю. Взять. Тебя ищет сэр Николас, призрак нашего факультета. Он будет... Чё? Зачем он нас ищет? Я делаю лечилки. Подождите, я занята. Потому что нам тут без лечилок вообще, знаете, без рябинового отвара ничего у нас не получится.
А что случилось-то? Нет, вообще прикольные. Механики прям прикольные. И так все именно вплетено в лор как бы самой вот этой вот вселенной. Мы, кстати, почитали, как ее звать, Джоан Роулинг не участвовала в создании игры. А так вот, вот такое ощущение, как будто прям вот либо оно было в книге, либо должно было быть в книге, но типа вырезано. Ну, короче, прям очень здорово. Мне очень нравится. Ну чё? Подельник. Интересный был урок. И все благодаря тебе. Не совсем тот результат, которого я ожидал, но все равно вышло здорово. Спасибо за помощь. Надеюсь, Шарп не был в плохом расположении духа, когда ты показал ему свое зелье. Я слышал, как он что-то сказал про ответственность. Ничего страшного, ты втянул меня неприятно. Да ладно, забей. Профессор Шарп был недоволен, но мне удалось все уладить, не переживай. Какое облегчение. Он, наверное, посмеялся от души. Может, Шарп выглядит угрюмым, но готов побиться об заклад, что он и сам взорвал парту. Пойду-ка я обещаю, в следующий раз будет меньше взрывов. Ну уж, пожалуйста, постарайся. Пожалуйста. Уж как-то позаботьтесь об этом. Я думаю... Подождите, а где этот Себастьян? Себастьян, етить-колотить. Ну, тут остались только вот мы, два дебила, это сила, и эти когтевранцы, потому что слишком умные. Мы потому что слишком тупые, а они потому что... А вот, пуффендуйка одна есть. Зачем ты в меня-то идешь? Ой, короче. Непонятно. Примерить новую мантию? Давайте примерим. Так, вот у нас Ё-моё, это вот ослепительная мантия, вы гляньте только. А нам ничего не скажут, что мы вообще не по форме одеты. Разве можно так вообще? Я вот только сейчас поняла. Кристина говорит, модный приговор. Да, модный. Да, вы посмотрите, как красота. У нас, по-моему, еще есть шарф какой-то с этими... с узором. Во! Ну, посмотрите. Господи. Что за модница у нас подъехала сюда? Что это такое? Что, будем так ходить? Или как-то по-стандартному оденемся? Даже не знаю. Мне на самом деле эта шляпа уже разонравилась. Пока я в ней ходила, мне уже что-то... Что-то мне уже не нравится. А она как будто ей прическу испортила. Может тут такая механика быть? Да нет, вроде нормально. Она прям показала, что примялась прическа. Это что такое? Это что такое? Ну или шарф давайте тоже снимем. Как вы хотите? Не, ну говорят, не будь как все, выделяйся из толпы. Ну вот я тоже так думаю, что вот это надо оставить. Или шляпу вернуть. Шляпу, может быть, вернуть. Она, в принципе, неплохо смотрела. Но мне что-то не нравится без мантии, как выглядит вот этот галстук. Он как-то почему-то... Тебе говорят, можно отключить показ шляпы, не снимая шляпу. А зачем это тогда делать? Можно же ее просто снять тогда. Так она же дает... Она дает... А как это сделать? Как это? Это сравнить, F. Это вот, чтобы, типа, посмотреть, как бы, что это вот 11 защиты, а это вот 10. Вот для этого F. А как это ее отключить показ шляпы? А что такое Е? Ой. Е это просто следующее. Это просто следующее. А, вот, в меню внешнего вида вы можете менять то, как выглядит принадлежащий вам предмет. Подождите, выброс меняются. Нет, подождите, это не то. А, вот, невидимый головной убор. О! Чё, так оставим? В принципе, приколдесно. Блин, мне еще так нравится физика. Так, все, я увлеклась. Короче, все, оставляем так. Нормально, нормально. Вы посмотрите на эту модницу. Она как будто в халате бегает просто по Хогвартсу. Ну такая чисто, знаете, а я сегодня вся в домашнем.
Не летают тут какие-нибудь страницы? Revelio. О, а что такое? I heard that. А, этот тут стоит, вот эта женщина. Она что-то потеряла. Подождите, мы с плюй камнями сначала разберемся. Ну ты вообще краш просто, я не могу. Надо запомнить, где это находится. Куда мы идем? Мы куда-то идем. А, с безголовым ником нам надо побеседовать. Сколько у нас уже стримчанский-то идет? Вообще времечки-то не очень много осталось. Но можно, в принципе, чуть-чуть еще задержаться. Я думаю, можно... Это что? Еще одна какая-то головоломка. Не надо на меня смотреть. Тут еще опасно дорогу переходить. Тут такие эти ученики, они такие быстрые. Не понял. По-моему, я вытворяю какую-то дичь. Ну и ладно. Я вообще к Нику иду. Revelio. Почти. Почти Нику. Почти даже безголовым. А, с этой стороны тоже? Непонятно. Все Не... говорят, на люк посмотри, там подсказка. На люке подсказка. Что, тут 4 типа должно быть? Так, а тут-то, подождите, тут не меняются цифры, когда я вот так делаю. А тут еще какой-то треугольники Но ты не сможешь какие-то. разгадать без инсендио. Подождите, так она, у нас же есть инсендио. Или я что-то путаю? Нет, ничего я не путаю. Подождите. Как вышла на мост, там люк. Так, вот этот, который самый первый? Ага, вот этот. Ох, ё. Что это значит? Вот здесь, значит, где круг, должно быть 2. Правильно? Это, а на остальных-то не меняется ничего, когда я вот так нажимаю? Он просто прокручивается и все. Или надо как раз типа после этого... А, может быть, надо надо поджигать, да. Вот. Ага! 3 должно быть, да, я сказал? Да. Значит, где вот эти, которые почти как дары... 4 должно быть, что я вам... 4 и сделала я. Вот, 4, где типа как будто бы дары смерти какие-то. Это 3, а там 1. А что нам за это дадут? Надо же поджечь сначала. Incendio. Господи, ты сама сгоришь. Ой. Я напугалась. Раскройте секреты Хогвартса. Спокойно, не надо падать духом. Копать, колотить. Ты, в смысле, ты слезать-то будешь, нет? Крыска! Уплыла. А что случилось? А вот и сундук. О, мне дали какую-то рукоять. Прикол. Ну. Сундук. Тотемов дали. Крыска. Почему они уплывают от меня? И большой сундук. Бирюзовый костюм в полоску. Модный приговор возвращается. Это то, что под плащом. Посмотрите, как он подходит к этому плащу. Мы как будто прям этот комплект и искали. Все, прекрасно. Я считаю, это идеально. Шикардос. Так, все, обратно, да? Нет? Тут больше, наверное, ничего нету. Можно попытаться помочь крысам, конечно, которых там унесло, но я думаю, они там без нас разберутся.
целом. Оп. Вот что бы я без вас делала вообще? Я бы без вас даже и не разгадала бы ничего никогда. Потому что я вообще... Вот у меня есть такое. Я вот люблю эти головоломки все разгадывать. Но это не значит, что я это умею делать. Любить и хорошо с этим справляться — это две разные вещи. Иногда вот бывает наитие у меня какое-то, и я прям сама резко соображаю. А бывает, что я просто еще туплю, как... Извините, чуть не сбила. Hey, it's me. Опять Gareth. ты! Do you have a moment? Вот ты сейчас опять втянешь нас в какую-то хрень, да? Что тебе нужно? Were you calling me, Gareth? Ты звал I меня, was. Гаррет? Звал? After you Ты, helped him with ты that помогла fruit мне feather с and пером на potions, зельеварении, I я reckon you might be подумал, just the что person I need. именно твоя помощь... see, Чего? I have an idea Видишь for ли, я a придумал fizzing, напиток на whiskey-inspired основе beverage, летучих but I'm шипучек, но missing a мне не key хватает ingredient. основного ингредиента. Опять! Опять! Не терпится увидеть, что ты там варишь. А как насчет домашней работы? В натуре, как насчет домашней Where do you работы? find the Как time ты for успеваешь this and учиться и your заниматься homework? своими I've plenty of time for экспериментами? both. Been managing for Времени years. вполне хватает и на то, и So, на другое. I В общем, я suspect the key думаю, что ingredient главный in ингредиент fizzing летучих whiskies is шипучек, dried billywigs thing. I сушеные heard the store жало, of them in Honeydew cellar. находится в подвале I'd Сладкого get them Королевства. myself, but Я бы my сам Aunt туда Matilda отправился, has но her тетя eye on me. Матильда не Thinks I need to спускает с focus меня on глаз, potions считая, что мне class нужно for a while, not for больше my времени own уделять brews. зельеварению. I was hoping you could follow a secret Ну, passage to ага, Honeydew пробраться cellar через черный and grab a ход few dried и billywigs прихватить для things меня for me. несколько сушеных. Да я не... Звучит сомнительно. Тайный проход — это по моей части. А чем отличаются с радостью и тайный проход по моей части? Вообще, честно сказать, звучит сомнительно. Ты задолбал уже, если честно. I don't Ну, не know, знаю, Gareth. Гаррет, Secret тайный ход passage в to a подвал cellar? Sounds не like it's было off бы limits. Not at проблем. all. Не It's a беспокойся, perfectly это legitimate абсолютно secret passage. законный тайный I'd use it if I проход. Я бы и could. сам воспользовался, The если бы passage is мог. hidden behind the Проход statue of a скрыт за one-eyed статуей witch in the одноглазой third ведьмы в floor коридоре corridor. 3-го этажа. Just Просто tap it with коснись your ее wand and палочкой, say, скажи "Dissendium". «Диссендиум». Я попробую. Может... А почему я не могу отказаться? По-твоему, это не Are воровство? you asking me to Ты просишь steal меня from a shop? украсть из Goodness, магазина? it's not as if I'm Господи, asking я you же to не rob прошу тебя Gringotts. ограбить Honeydew Гринготт. is Сладкое more королевство than не enough. обеднеет, And там I мне need хватит и four. пары штук. It's a sweets ingredient. Ой, They won't Коня, be спасибо missed. тебе большое Trust за me. донатик. Ты без сообщения, потому что оно через 100 лет только прочитается, да? Ой, ну давайте я I'll see what попробую, I но can я do, сейчас не Gareth. пойду этим заниматься. Fair Ты enough. You shall be the first one договорились, to если taste my поможешь, я newest brew разрешу if тебе you can go первый help. попробовать мой Perhaps I can новейший convince напиток. the meat to help me with my Интересно, potions удастся homework. ли Get убедить my aunt Амита to помочь с loosen her домашкой reins по a bit. зельеварению? Тогда тетка слегка... Знаешь что? I'll Нет. need to get those dried billywigs. Нет, 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 нет и нет. Ты, блин, задолбал. Охота за недостающими страницами? Нет. Подождите. У меня еще задачи вон этого профессора. А, вот, с безголовым ником мне надо поговорить. Давайте, я как раз сюда шла, я вот здесь рядышком. He's to finish his latest concoction. Да? О, привет! Привет, One-eyed. привет! You wanted to Вы see хотели me, меня sir? видеть, сэр? Да, сэр Николас де Мимси, к вашим услугам. Nice to meet you, Sir Приятно Nicholas. познакомиться, сэр Николас. Я знаю о найденной вами книге и о том, что в ней не хватает нескольких страниц. Возможно, я смогу вам помочь. Следуйте за мной, здесь недалеко. Пойдем. Wait. How do you know Погодите, about the откуда book? вы знаете о книге и о том, что в ней не хватает страниц? Среди призраков слухи разлетаются очень быстро. Вы с мистером Сэллоу видели в запретной секции. Вас. Не волнуйтесь, я никому не скажу. Да уже всем сказали все. Рискну предположить, что я знаю, у кого эти страницы. Я отведу вас к нему, если по пути вы окажете мне маленькую услугу. Какую? Ты почему обратно-то пошел? Ой. Услуга в обмен на эти страницы? Да, ничего сложного, просто раздобудьте на кухню кусок тухлого ростбифа. Буду крайне признателен. Бла. Зачем? Не I beg победишь. your pardon? Прошу прощения, жареное Rotten мясо, еще и roast протухшее? Все верно, тухлый ростбиф. Если медленно проплыть сквозь него, можно почти ощутить его вкус. Ой, я съела I какую-то... suppose I can do that. But why me?
Почему я? Все просто, мой юный друг. Я призрак, и потому не могу его унести. Понятно. А почему я-то? Почему не кто-то другой? Дофига народу в Хогвартсе. Будьте добры, возьмите ростбиф, а остальное я объясню вам позже. Так, подожди. Натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса. Did you say? Пощекотать грушу? Я подожду здесь, постарайтесь не путаться под ногами у домовых эльфов. Пощекотать грушу. А, надо... вон она! Блин, какой прикол! Так, а я должна не попасться? Ученик на кухне? Сюда можно ученикам? Наверное, перекусить захотелось. Ты же знаешь, какими голодными бывают люди, когда еще растут. Действительно. Где ваш ростбиф? Это? Нет, это капуста. It smells glorious in here. Какие запахи. Подожди, мы еще до тухлого ростбифа не дошли. Вот где запахи-то будут. Подождите. О, страница, руководство. Когда домовые эльфы Хогвартса ставят приготовленную еду на эти столы, она волшебным образом переносится на столы в большом зале, который расположен прямо над ним. Это я знала. Это я знала. О, сундук. Опа. Подождите. Сначала я вас обкраду. А чещи дали. Синие очки с 4 линзами. Зачем 4? Pardon me. Простите, вы мне не подскажете, где складывают мусор? И я как раз собирался выбросить собранное сегодня. Подождите. Что? Угощайтесь? Что? В дальнем углу. В каком еще дальнем углу? There's a Ну и disgusting smell. вонь. Oh, I must be getting close. Ой, господи. О, ученица! Как чудесно! Чего такое? А что Финки может вам предложить? Тыквенное печенье? Может, тост из сыра? Sounds lovely. Звучит восхитительно, но я здесь за тухлым ростбифом. Вас послал Ник, не так ли? Прошу, берите. Финки думает, Ник утомился бродить по округе в надежде почувствовать хоть бы малейший намек на вкус пищи. Господи, какой кошмар. Еда появляется при помощи магии. У вас есть ограничения по меню. Сюда можно ученикам. Вообще не очень можно. Ну, ладно. Приятно было познакомиться и спасибо за ростбиф. Рада помочь и рада встрече с вами. Передавайте Нику привет от Финки. Хорошо, я передам все. Все, вернитесь. Только не зашибите никого, тут все такие махонькие. Мы не знаем, что такое творится прямо у нас под ногами. Можно еще стырить пирожное. Капец. Вкусняшка. Ой, подождите. А как выйти теперь отсюда? Финки на кухне главное, руководит всеми домашними эльфами. И это очень хорошо. Ну, видимо, просто выйти вот так. Прекрасно. Ник, я тебе принесла вкусняшку. Вы вернулись. Все прошло гладко. Никаких проблем. Финки шлет привет и тухлый ростбиф. Рад это слышать. Финки добрый эльф. Теперь нам нужно отнести это мясо сэру Патрику, и вы будете на шаг ближе к тем страницам. Ничего не понимаю, сэр Николас, что происходит? Приношу нижайшие извинения, я забегаю вперед. Сэр Патрик, преподаватель предводитель охоты безголовых. Это группа призраков без головы, которые собираются для разных активитис. Безголовые. Да, сами увидите. В общем, не знаю, как это вышло, но эти страницы были при жизни у участника охоты Ричарда
Я планирую предложить тухлый розбив сэру Патрику, чтобы он разрешил мне, то есть нам, поучаствовать в охоте и поговорить. Нифига себе. А что это за охота? Этот розбив был не для вас? Что мне делать, когда мы тут... Это опасно? Охота безголовых и мухи не обидит, не говоря уж о печеньяке. Это просто сборище веселых безголовых призраков. Подумаешь. Ну ладно, пойдем. Да, я хочу познакомиться с сэром Патриком лично и увидеть. Чудесно. Пойдемте. Что зависло? Что зависло? Трансляция зависла? Так, это значит надо... У меня все ок. А у меня написано тоже отличное соединение. Николай пишет, что у него тоже все ок. Зависло. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Может быть, правда, у вас интернет? Потому что я, конечно, да, у меня тут, конечно, тоже бывают проблемки, но сейчас написано, что все хорошо. Что я прям... Они всегда так со мной говорят? Они просто шутят, когда сэр Патрик разрешит мне присоединиться к охоте безголовых, я стану одним из них, а этот подарок его задобрит. Не забудьте, зачем я тут, сэр, не волнуйтесь, скоро мы разыщем юного Галкрада, господи. Что угодно он был сейчас за кувшин медовухи или баранью ногу. Без этого и праздник не праздник. Может, вас устроит нечто иное? Сэр Николас еще с ребенком. Кто вас сюда звал? Мы принесли вам дар. Господи, это подозрительно все это. Позвольте узнать, чего же вам надо. Нам нужно поговорить с Ричардом Галкрадом. Вы позволите? Где он? Здесь? Где же ему быть? Только без головы. Вот досада. Впрочем, вам, Ник, это чувство должно быть незнакомо. О, сэр, вы такой шутник. Его голова наверняка где-то поблизости. Возможно, ею сейчас играют. Если найдете ее, можете с ним побеседовать. Я разрешаю. Считайте это благодарностью за ваш зловонный дар. А, он прям чувствует, да, этот запах? Господи. Сэр, я бы хотела обсудить с вами еще кое-что. Нет, сэр Николас, сколько можно вам повторять? Требования для вступления в наше общество звучит четко, но, сэр, это все-таки охота почти... Это все-таки не охота почти безголовых. Идемте, я вас провожу, вам ведь уже пора. Блин, надо за него попросить. Он хочет... Ну что ж, прощайте. Надеюсь, вам в этой компании повезет больше, чем мне. Ну, блин, чё они его не берут с собой? Ну, он там один слоняется. Что такое? Опа, это что такое? Чудесная ночь для игр. Ага, мне нужно, короче, люмус. Мне надо зажечь какие-то свечи. Пойти в какой-то лес запретный, походу. В город в какой-то сходить, мост. Ну, вообще все понятно. А главное, что интересно, куда-то, короче, к свечам надо сначала. Призрак нашей любви. В принципе, чё мы тут как бы выкобениваемся? Тут же он все равно нас карта поведет куда надо. Это же Ник... Блин, обидно, что Ника нет. Кто хочет сыграть с нами в прятки, в тыквах? И снова здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Ах, да, вы же юная подруга сэра Николаса. Вовсе нет, мне нужно поговорить с Ричардом Галкрадом. Сэр Патрик сказал, что его голова где-то здесь. Вполне возможно. Довольно необычно принимать в игру смертного. Но если вы действительно хотите поговорить с ним...
Oh, why not? Почему бы и You can нет? speak with Jackdaw Поговорите с if you can find Галкрадом, his если head сможете amongst найти these его голову pumpkins. среди этих тыков. Not just once, but Но 5 не один, times. а целых Good old 5 раз. Dumfrey will Старина move their head Дамфри to a будет different перемешивать, spot each time you перемещать find it. голову Those are в the новое rules. место. What say you? Таковы правила. Окей. Подожди, а зачем вы вообще с ним так поступаете? Почему вы играете головой Well, you must Галкрада? know, Jackdaw's Ну, our раз вы newest наставите, member, объясню. so we'd like Он to самый put him юный through в нашем his paces. душара, короче, понятно. Также он должен заслужить свое место. Ну, давайте сыграем. Если после этого я смогу поговорить с Галкрадом, Marvelous. Of course, чудесно. Правда, у a mortal смертного hole in есть the one пачка и has an преимущества, advantage, так whereas что не ghosts, you can be стесняйтесь, fast away to your heart's взрывайте content. сколько душе угодно. Remember, the game's not Запомните, нам over нужно until we найти find его him 5 5 раз, чтобы times. закончить игру. Begin! Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Подождите, а я не взорву его голову? That ghost said I should blast away to my heart's content. Взрывать сколько душе угодно. О, подождите. Here we go again. А, я уже 2 раза его нашла, оказывается. О, подождите, тут еще вон страница есть. Тележки из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Он нам это сам рассказывал. О, 10-й уровень! Подождите, где еще какая-нибудь смеющаяся тыква? Что ты хлопаешь? Я просто взорвала тыкву опять. Где-то какая-то должна... О! Вот, 3-й раз я нашла. Так. Где еще? Не тут. Вот тут все с кругом обойдем. О, я тебя слышу. So you found us. This ain't over yet. Так. Где теперь? Последний раз надо. Где? Впереди, что ли? Вы хлопаете, отвлекаете. Ага. Все. Весьма неплохо. Конечно, вам немало помогла волшебная палочка. Тем не менее, примите мои поздравления. А почему я не могу не пойти никуда? Неплохо для живого человека. Ну хорошо, поговорите, что вам нужно. Вы заслужили это право. Неплохо. Но я не понимаю, в чем дело. Ты ведь не участница охоты безголовых? Нет, просто сэр Николас сказал, что ты можешь знать, где искать страницы из одной книги, которые мне очень нужны. Мерлинова борода. Я знаю, о чем ты говоришь. Я стащил их у Пивза. Как же я мог о них забыть? Карта, изображенная на этих страницах, привела меня к гибели. В той пещере меня ждало то, к чему я оказался не готов. Скорее всего, страницы до сих пор гниют рядом с моими останками. Вот уж действительно последний путь. Ты так лишился головы из-за тех страниц, а мне придется отправиться в пещеру и обыскать твой труп? Да, наверное. Ты думаешь, что обезглавленный призрак уже привык к слову «труп»? Предлагаю встретиться на опушке запретного леса, и я покажу тебе, куда идти. Как тебе такая идея? Да, конечно, я вообще вписываюсь во всякие опасные штуки здесь, как бы это мое кредо. Что в пещере кто отрубил тебе голову? Кто отрубил тебе голову? Я осматривал пещеру и вдруг ощутил свежий ветерок, а после, ну, легкость в голове. Вот, собственно, и все, что я помню. Так что там в пещере будь готова. Правда, не знаю, к чему именно, но ты, похоже, сообразительная. Остерегайся легкого ветерка. Легкий ветерок у меня в попе будет уже скоро. Мне очень нужны те страницы, так что встретимся там, спасибо. Не беспокойся. Сперва мне нужно воссоединиться со своим телом, но в этом мне поможет Дамф. Встретимся на опушке леса. Ох, что-то, ребятки, я думаю, надо на сегодня заканчивать.
Это у нас бесконечно может продолжаться. Я уже тогда вам в записи покажу, что, собственно, будет происходить в этой пещере. Ой, сейчас я на вас переключусь, на эту, чтобы чатик чуть-чуть разглядеть хоть. Ой, только надо, знаете, что надо сохраниться. Тихо, ты только не истери, пожалуйста. Не надо истерить, надо сохранить игру. Надо сохранить игру. Давайте в новую ячейку ее сохраним. Сохранено. Вот так вот. Ох, ребятушки, котятушки. Вот честно, ну вот мне прям очень нравится эта игра. Это просто вообще вот что-то с чем-то, вот реально. Вот остерегаемся легкого ветерка все, действительно. Да, короче, вот я не знаю, у меня давно такого не было, что вот мне хочется прям в игру возвращаться прям снова и снова. Ох уж этот легкий ветерок, снимающий с людей. Да уж, ну это Хогвартс, это безопасное место, понимаете, прекрасное, как бы. Я не думаю, что тут стоит удивляться. Короче, все. Я думаю, что надо нам с вами расставаться потихонечку, ребята. Я надеюсь, что вам понравился этот стрим, что вы его посоветуете друзьям, потом еще пересмотрите. Спасибо вам большое за ваши донатики. Вот чуть-чуть мы собрали нам на камеру. Это вообще, я считаю, прекрасное начало для нашего еще более близкого знакомства. Я сейчас скажу свое привычное приветствие и все. И на этом будет все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Чмоки-чмоки.